Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. Сейчас я проверю, как трансляция у нас пошла, не пошла. Что у нас тут в прямом эфире показывается? То, что нужно или не то, что нужно? Так, вроде бы все то, что нужно. Ну, в общем, игру только скачал, только установил. Еще вообще никак не открывал, не распаковывал, не пытался играть. Вот новая игра у меня, единственные настройки тут подправил, как мне удобно, и все. Игра запускалась у меня портейбл версия с рутрекера. Сразу говорю, ничего не боюсь. Сейчас уже нам нечего бояться, да, ребят? В общем, игрушка запускалась от 3 до 4 минут. 2 раза пытался, когда русский язык поставил в настройках, пришлось снова перезапускать, поэтому снова 3-4 минуты. Надеюсь, это подправят в будущем наши доблестные йо-хо-хоу и бутылка рома пираты. В общем, поехали, посмотрим. В конце стрима можно будет посмотреть, я обязательно скажу, насколько игра крутая, не крутая. Сравню, может быть, с Crusader Kings. Пароходы — одна из любимых студий разработчиков моих. Я думаю, и ваших тоже, раз вы зашли на стрим. В общем, надо будет посмотреть, что же за игрушка. Итак, что мы тут видим? Ну, я нажал просто начать новую игру. О, Эмир, привет, Эмир. Как ты меня застал? Я прям удивляюсь. Я не стримил уже сколько, хрен знает сколько. Ну ладно, давайте смотреть игру. Есть песочница, да, играть без цели, перейти к выбору страны. Вот это, наверное, самое интересное будет. Так, равноправное общество, гегемония. Ну, это понятно, да? Тут цель сделать что-то там равноправное. Вся власть народу. Создавайте новые возможности для населения. Повышайте уровень жизни в стране и станьте примером свободы и равенства для всего мира. Можем играть за Францию, Россию, Великобританию, Мексику. Это рекомендуемые, но можем вообще за любую страну. Так, куда улетело, чё? Я же не начинал вроде. Чё случилось? Я не понял. Опять запуск игры сейчас 3-4 минуты висеть будет. Не, ну пора ходить. Вот, все как в Crusader Kings. То есть нас выкинул на карту, и тут выбираем страну. Что я там выбрал? Равноправие? Да пофигу, давайте играть так. Если какие-то пожелания есть, прежде чем мы начали, то говорите. Может быть, песочницу или там другие условия поставим. Так, правила игры давайте почитаем. Разумеется, все абсолютно знакомое. Достижения доступны. Да ладно. Что это вдруг? Железную волю я включать не самоубийца. Пока не знаю игру. Так, достижения. Отношение к игре. Так, а где это условия-то? Не здесь, да, будут? Страны, флаги. Ну, это скучно, это мы лазить не будем. Что нам надо сделать? Кого убить? Ладно, пока давай назад. Куда? Ну, ё-моё. Главное меню опять, что ли? Не хочу. Так, давайте выберем что-нибудь. Какую-нибудь мизипу сильную страну. Прям какую-нибудь вот вообще прям. Чтобы все было понятно. Лучше разбираться на самом маленьком. Ух ты ж, елки-палки, вообще все, что ли? Весь мир. Ну, кроме этой Антарктиды. Арктики, Антарктики. Так. Вау. О, где Куба? Куба. Вот, на Кубе и начнем. Давайте за Кубу поиграем. Прикольная тема. Ничтожная держава. Прям все идеально, как я люблю. Рашку давать. Блин, Рашку. Там знаешь, сколько провинций? Ты замучаешься. Кто ее такую собрал, эту Рашку? Не, нафиг Рашку, не буду. Не хочу Рашку. Хочу разобраться на Кубе, на примере. На маленькой стране, на какой-нибудь. Например, на Кубе. Куба. Да, Куба. Так. В отношениях Кубы. Ну, в общем, что у нас тут? Игра нам сразу говорит. Какие-то батальоны тут есть 5 штук. Какая-то флотилия 5 штук. Ну, понятно, сухопутные, да, войска. Морские войска. То, что я на острове, то есть это не гарантирует, что я долго проживу. Ну, понятно. Хитрецы. Так, колониальная администрация. Ах ты же, елки, мы ж тут под гнетом Испании, наверное, будем какой-нибудь.
Испания, да, владелец Испания. Вот черт побери. Ну ничего, мы и не из таких передряг вылазили, играя в Crusader Kings. Я надеюсь, здесь то же самое получится. ВВП. Владимир Владимирович. Так, Пулькин. 1,2 миллиона евро. Или что за значок? Евро вроде. Кубинский ВВП, на душу населения. Почему они разные? Непонятно. Душа, видимо. Тут разделенный. Это миллионы, а это просто. Понятно. Чем больше населения... Нам, короче, надо, чтобы население было меньше, чтобы страна была богаче. Так, государственная религия, католичество, культура. Тут можно посмотреть пахотные земли какие-то. Зачем нам пахотные... Ух ты ж, как я люблю в Crusader Kings. Вот эти везде можно прочитать, что это такое. Так, количество земли в области, которое можно использовать для выращивания урожая и выпаса скота. Ну, понятно, короче, экономика, вся фигня. Грамотность есть. Уровень жизни бедные. Куба. Какое-то описание. Нет войн. Идеально. Нет дипломатических игр. Как надо. Это не евро, это фунт стерлингов. Да я что тебе, что ли, этот самый банкир, что ли? Ну да, я так и сказал, фунт стерлингов. Я не знаю, с чего ты взял, что это евро. Так, будем косить под дурачка. Так, дипломатический статус. Марионетка. Ага, вот они мы какие, да? Марионетка Испании. Прогресс в улучшении отношений в данный момент находится на уровне 1% в день. Отношения между державами улучшаются на +1. Улучшатся к 11 апреля 1936 года. А сейчас какой? 1 января, апрель, 11, 4 месяца, 4,5 месяца на то, чтобы +1. Интересно, интересно. Максимум 50, да? Угу. Почему? Пока непонятно. Так, природные гавани тут существуют, модификаторы в области. 10% к товарообороту верфей. Так, понял, будем сейчас торговой империей с вами. Торговая Кубинская империя каково? +2 к максимуму уровню портов, 10 к максимуму уровню военно-морских баз. Ничего не понятно, но, короче, пока, я думаю, просто начинаем. Ну его нафиг, что-то слишком умно. Аул, привет, привет. Равноправное общество. Вот, теперь нам говорят, какая у нас задача. То есть, нам надо сначала начать, а потом нам скажут, что нам делать. Интересно, интересно. Добро пожаловать! Ваша цель – равноправное общество. Для ее достижения вам предстоит выполнить несколько записей в дневнике. Запись в дневнике. В дневник заносятся события, происходящие в вашем государстве. Одни открывают новые возможности, другие сообщают о трудностях, напоминают о ваших обязательствах или предупреждают о возможных кризисах. Обычно записи удаляются из дневника после выполнения. Короче, задание тут тупо, что ли? Типа как это в обычных квестовых игрушках. Да, не все задачи можно выполнить, некоторые завершаются только провалом, устаревают со временем или удаляются при особых условиях. В общем, нам нужно выполнить несколько квестов и достичь всеобщего равноправия. Что такое всеобщее равноправие, не понимаю. А всеобщее, это вот я император, а вы все равны. Это пойдет такое равноправие или нет? Или я тоже должен быть равен со всеми остальными? Непонятно. Ну давайте разбираться. Как близко приближать можно. Замечательно. Можно даже улочки разглядеть. Домишки беспонтовые по краю. Ну здесь вроде 2 нормальных домика. А в центре это, видимо, городские резиденции всякие. А это мой дворец. И тут статуя. Наверное, со мной во главе. Блин, это же не не Эль Президенты. Что-то мне Эль Президента напомнило. Тропико. Так. Здесь тоже что-то интересное. Здесь уже другие домишки нарисованы. Ты смотри, что. Интересно, интересно. Что это такое? Ну ладно. Выделяется просто Куба. Да? Куба. Это все Куба. То есть здесь города выделить нельзя. Ничего тут не выделяется. Все понятно. Так, итак. Что у нас на нашей провинции? Это у нас вот одна область сейчас есть. И мы имеем тут каких-то мужиков. Че за мужики вообще? Лайк поставил, что... Ох ты же, работать пошел, как ты можешь? Нельзя работать. Это же это... Как там, грех работать в какие-нибудь страстные... Ну, ой. Короче, я тот себе еще религиозный. Деятель, ничего я не шарю в этом.
Ну, там же вроде есть какая-то, да, какие-то дни, в которые нельзя работать. Вот у меня этот каждый день. И у меня, в общем, особенная религия. Все вступайте в мою религию. Для меня каждый день грех работать. Итак, что у нас? Так, это понятно. Что мы вообще можем делать? Линза производства. Вообще время-то же не идет. Не идет. 1 января, все нормально. То, блин, вдруг уже время идет. Давайте разбираться. Что у нас? Есть ресурсы, да? Деньги у нас в минус идут. Вот это плохо. Баланс у нас в минус. Сейчас мы будем вытягивать. Так, игра на паузе. Нас предупредили. Влияние здесь есть. Ой, что-то на цивилизацию похоже. Авторитет есть. Авторитет знакомое. Да, влияние тоже, по-моему, было у нас. Crusader Kings. И бюрократия какая-то. Вот этого я не помню. Ничего не понятно. В общем, долго все это вникать надо. Надо за что-то зацепиться, начать разбираться. Облака летают. Давайте облака посчитаем. Так, соседи у нас есть какие-то. О, блин, а у него целых 2 провинции у Гаити. Столица государства. Ну да, круто. Ямайка вон рядом у нас оказывается. Вот я хоть карту выучу этого Карибского бассейна. А то хрен его знает, где там какие острова находятся. Багамские острова, да они вот тут что ли? Да ладно. Крутяк. Так, хоть географию подучу, а то все забыл уже. Ой, что у нас здесь есть? Это обзор просто провинции. Угу. А вот это обзор наших действий всяких, что мы можем, нашей империи, да? Что мы можем делать? Правительство у нас генерал-губернатор Михель Такон и Росики. Как его переименовать? К сожалению, никак. Переименовать нельзя. У него умеренные взгляды. Я не понял вообще, а как мне своего-то привести? Так, расформировать правительство можем, да, и нанять потом заново кого-нибудь. Католик еще. Популярности у него никакой нет. Ну, ему 61 год, он скажет, сам сдохнет. Так, оппозиция, аграрная партия. Ёлки-палки, тут партии какие-то. И смотри, партия, которая любит консервы, короче. Консервативная. Блин, не могу я слово произнести. Консервативная. Аграрная партия. Партия лепреконов. И интеллигенты. Это не партия, это просто интеллигенты. Что за интеллигенты? Служащие, чиновники, аристократы, священнослужители. Тоже интеллигент, что ли? Никогда бы не подумал. Ничего, не поддерживает ни одну партию. Как, вон, смотри, католики поддерживают консервативную, землевладельцы поддерживают консервативную, селяне поддерживают аграрную партию. Партия аграриев. Какие у нее цели, какие задачи, какие требования. Короче, ничего не понятно пока. Мне до сих пор еще ничего не понятно. Но все очень много информации, мне это нравится. Я обожаю, когда много информации. Значит, в игре можно долго разбираться, долго вникать. И она будет сложной. Он жестокий, минус 50 популярности. В общем, черты свои, трейты есть. Круто, круто, круто. Командир традиционалист. В роли правителя плюс 5 к престижу. Это у нас... Где престиж-то? О, кстати, а где у нас престиж? Авторитет вот есть. А, там, наверное, его личный какой-то там престиж или где? Грамотность, уровень жизни, население, радикалы, лоялисты. У нас никого пока нету. Так, а как мы тогда делали? Что-то там... Вот так. Престиж государства. И все. Вот тебе и все описание. Так, в роли... Это, конечно, интересно. Раньше такого не было. В роли командира неактивно. А, сейчас неактивно. Здесь к боевому у нас авторитет. Я, короче, так понимаю, можем их тасовать. Каких-то там мужиков. О, тут еще и расшифровка всяких этих партийцев есть. Да ладно, ну это, короче, для людей, которые любят политику прям реально. Типа меня. Мелкие буржуа, профсоюзы, промышленники. Ты смотри, что у каждого, наверное, свои свойства будут. Точно.
Точно, прикольно, прикольно. Пацифист какой-то тут, мелкий буржуа. О, будем за профсоюзы играть. Так, а как за них играть? Их 0,2 всего, мало что. Реформировать правительство. Так, реформировать. Ну-ка, если нажать, что получится. Ой, елки-палки. Ну тут, короче, я так понял, насколько я даже не разберусь. Вообще никак. Что-то у нас куда-то закрыть реформирование. Нифига непонятно. Это что значит? Так, вот эту стрелку мы сюда нажмем, и что? А, я их типа в правительство беру, да? Партии эти. А сейчас у меня вооруженные силы в правительстве сидят. Легитимность повышается. Не, ну я так что, всех перекину, и тогда у меня, получается, не будет оппозиции, или что это, как? А что я трачу из-за этого? В чем я страдаю? Вон, смотри, что легитимность. Я так понимаю, им жалование придется платить. Ну-ка, давай посмотрим. 347 сейчас, если я их уберу. 347 осталось. Непонятно. Что-то ничего не произошло. Я же селян здесь оставлял. Так, законы с поддержкой правительства или движения. Ёлки-палки, нифига тут. Это как Демократия 4 играли? Вот, что-то типа того. Даже хуже. Тут даже не мы выбираем. А тут с шансом каким-то выбираются. Политики. Разные законы. Законы. Ой-ой-ой-ой-ой. Охренеть. Так, ладно. Это понятно. То есть в этой игре мы тут уже не бегаем отрядами, всех убиваем, захватываем. Тут мы сидим в городе и пытаемся строить своих граждан. Укреплять государство, чтобы подавлять протестующих. Инвестиции. Затраты. Нифига непонятно. Честное слово. Я офигею. Тут реально голову сломать. Так, ладно. В политику зашли, тут посмотрели, что это просто жесть. Ну, как и любая политика. Сначала голову сломаешь, а потом все поймешь. Когда с ума сойдешь. Так, уровень налогообложения можно повышать, понижать. Национальный доход. Почему-то тут плюс, тут минус. А, минус 300 всего лишь. Это же не так уж и много. Мы сейчас чуть-чуть поднимем. И все, в плюсе сразу стали. Все, я уже выбрал. Нашу страну из кризиса вывел. Можно мне уже памятник пожизненно ставить. Так, а где негатив-то? Что происходит, если я налоги повышаю? Страны взаимодействуют с рыночной экономикой по-разному. Самый распространенный способ – это налогообложение доходов частного сектора или установление пошлин на покупку и продажу товаров. Налог на душу населения. Один из наших законов. То есть у нас частный бизнес развиваться не будет, если я налог буду повышать. Ой, по этим идеям ихним неолиберализма. Этот закон поддерживают заинтересованные три группы. Система налогообложения, при которой самое тяжелое бремя возлагается на беднейшие слои населения через сочетание
подоходного налога и налога на душу населения. Еще и подробнее есть. А, это мы отдельную вкладку какую-то открыли, что ли? Смотри, а недовольных нету, возражений 0,2%, согласных 20%, пофигистов 80%. Они, смотри-ка, это не против даже того, что я у них налоги. Так, ну, в общем, с бюджетом вроде разобрали. Так, дальше это что? Государственные зарплаты. Минус 2 к одобрению. А, вот, тут подписывается же. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эффект. Минус 10 к легитимности, минус 5 к легитимности. Вон оно где. Плюс 25 к радикализации от снижения уровня жизни. Сейчас уровень жизни снижается, если такие высокие налоги сделать. Туда-сюда можно тыкать, и ничего, мы за это не платим. Это хорошо. Можно настраивать. Ём. Так это ж какой таймкиллер получается в каждой этой мелочи тыкаться, мыкаться. Ё-моё. Сразу, ребят, готовьтесь. Берите отпуск. Не знаю, там. Как раз сейчас начальство даст отпуск на это время года. Налог, собираемый с потребляемых товаров. А у меня вообще нету такого налога. Можно его добавить. Ага, и цена товаров возрастет. Не, ну круто, да? Если вы себе что-то можете купить, значит заплатите государству. Не понял? Добавить... А, на конкретную штуку отдельно все добавляется. Давайте на роскошь. Во, я придумал. Надо деньги искать там, где они водятся. А деньги водятся у богатых. Да и хер с ним частным бизнесом. Вся власть государства. Поработаю позже, устал. Ой, вот наш человек, я понял. Так, сейчас погоди. Что там с налогами ты говорил? С частным бизнесом, вся власть государства. Все-таки налоги, понятно. Да я тут смотрю, легитимность теряется. Радикализация повышается. Вот это вот, я думаю, нам не надо. А плюсы что? Радикализация. А где радикализация вообще? А, вот это, наверное. Вот радикалы и лоялисты. У нас пока ни тех нету, мы в серединке. У нас ничто не влияет. Да, влияющих факторов у нас вообще нету. Ни тут, ни тут. Хорошо, ладно, давайте постараемся оставить это дело. Попробуем вывести на богатых. У богатых есть деньги. Пусть они и платят, правильно? Че бедными-то? Так, услуги, одежда, табак. Вот на табак стопудово сразу вводим, пофиг, богатый. Смотри, сразу деньги в плюсе. Богатые или бедные, неважно. Так, и чё, меня кто-нибудь не любит? Да нет, меня продолжают игнорировать. Все нормально, значит, все работает. Не, я на этом не остановлюсь. Тут можно больше, значит, сделать. Так, одежда, мебель, древесина, ткань. О, алкогольный налог тоже хорошо. Акцизы, все дела, это все современная тема. Не надо отставать. О, роскошная одежда, замечательно. Так, фарфор. Что тут описание-то? Мы не собираем потребитель. Так. У вас должно быть... Я авторитет плачу или что? Угу, вот эту, да, штуку плачу. Угу, генерация авторитета, смотри, 600 у нас. Во, наконец-то я в игре начал немножко разбираться. 600 от базового значения сотни, от землевладельцев 150, расовой сегрегации сотни, государственной религии 200 и от цензуры сотни. Минус 50 от популярности, от его, блин, трейта чертового вот этого. Так, смотри, мы на табак ввели, на спирт и роскошную одежду по 75 сжирает. Еще 375 осталось. Фу! Да мы сейчас вообще реально обогатимся на этих. Надо еще деньги выбирать, где много. Слушай, точно. Че я там, поди, копейки какие-то повыбирал, сколько тут будет? 0,24, 0,31, 0,73.
Вот 0,24 самая маленькая у нас. Так, смотри, вот на ткань. О, на одежду. О, на зерно прям вообще. Не, ну это... Нет, на зерно нельзя. Хотя, я так понимаю, игра вообще не предусматривает, кого мы обижаем, да? Это тупо вот... Минус вот этот вот показатель, как он там называется-то. Авторитет и все. А, так тут 375 авторитета. Вон оно что. Понятненько, понятненько. То есть нам желательно по минимуму скидывать и получать как можно больше денег. Ну вот это вот, например, цифра хорошо ложится. Ё-моё, тут с калькулятором надо сидеть высчитывать, что выгоднее взять. О, ну вот это точно выгоднее. Это у нас по 450 получается за 75. За половину. Спирт не трогай, Аполлон говорит. Как без спирта? Почему без спирта? Со спиртом просто они еще мало того, что предпринимателям будут платить, еще и государству. За то, что они спирт бухают на работе. Я же здесь нигде не запретил бухать-то. Все будут. У кого деньги есть. У кого не будет денег, те не будут бухать. Смотри, мотивация какая. Экономику в стране поднимать. Привет, привет. То есть, если хочешь побухать, поднимай в стране экономику. То есть, тебе нужны деньги. Зарабатывай, открывай бизнес, крутись, вертись, работай в три пота. Вот все замечательно, логика работает. Чем больше мы налогов введем, тем богаче будет государство. Понял? Я не понял, как я к этому пришел, но, блин, звучит ужасающе. Возьмут меня, наверное, в правительство с такими идеями. Очень уж они современные. Ну вот эту, я думаю, услуги мы точно возьмем. Остальное тут что-то как-то вообще не айс. Это вот выгодная тема. Так слушай, они по выгоде и растасованы, да, сверху вниз? Сверху самое выгодное или нет? Нет, я, наверное, ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Им пофигу. Они просто вот это, по вот этому показателю, по первому растасовали, а по относительному не растасовали. Блин, вот это хреново. Вот это разрабы, конечно, лоханулись. Можно бы было не сидеть с калькулятором, не высчитывать, если бы они сразу относительно рассчитали. То есть на единицу авторитета сколько мы денег получим. Вот это было бы круто. А тут такого нету расчета. Может, в настройках где-нибудь потом найду. Найду, сделаю. Но пока я вижу, что вот это вот, да, самое эффективное, да, 450 на 75. Все, короче, понавводили, теперь деньги у нас будут, а цены населению вырастут. Ну да, это понятно. Главное, никаких спецопераций не начинай. Так, у нас тут рядом соседей таких нету, у которых есть месторождения газовые. Сейчас посмотрим, может быть, есть. Ну, короче, если найдем, тогда я не гарантирую, что не будет спецоперации. Так. Пошлины. Вообще, я не понимаю, смотри, Crusader Kings, да, там красим карту. Просто красим карту, там весь смысл игры. Выращивать династию там долго не повыращиваешь, да и выращивать можно параллельно с закрашиванием карты. Ну, а здесь вот что мы делаем? Если без спецопераций. А спецоперации тут вроде как я какие-то обзоры смотрел уже, блин, пока еще игрушка разрабатывалась, что тут не про это игра. Не про то, чтобы захватывать территории, не про то, чтобы красить карты. Тут игра про что-то другое. Давайте же поймем, про что. Денежное производство, что это? Что за словосочетание? Формы дохода, которые страны получают при печати или чеканке новых денег. Серьезно? Чем больше валовой внутренний продукт страны, тем больше денег можно выпустить в оборот без негативных последствий для экономики. Ну, понятно, деньги, обеспеченные товаром, должны быть. Но государство всегда тратится. То есть 1 рубль, чтобы выпустить 1 рубль, государство тратит там что-то порядка 10 рублей. Где тут плюс они увидели, я не понимаю. Ну что-то, ладно, это, допустим, игровая условность какая-нибудь. Так, расходы. На кого мы не будем тратить деньги? Зарплаты военных сразу в минус, да? Они тогда бунт поднимут. Ну его нафиг. Нельзя военных обижать.
Так, государственные зарплаты. Интеллигенты обидятся. И чё? Изменение на 15%. Так, что у нас по деньгам сейчас? 1,85. Если мы так сделаем. 2,05. Да и пусть не одобряют по барабану. Что-то там приостановить, не приостановить. Сектор переключать. Ну это, я думаю, пока у нас законов нету, поэтому ничего тут тыкать не можем. Потом появится. Ладно, что-то я с деньгами вроде разобрался. Вот единственный наш сектор Куба. Налогов больше, чем расходов. Замечательно. Так и должно быть. Тело кредита. У нас нет кредита. У нас есть резервы. А где наши резервы? Сверху. Это что? Это валовой продукт. Слушай, а здесь денег наших вообще нету, да? Вот здесь надо заходить смотреть. У нас 120 тысяч наличными сейчас. А максимальный запас 240 тысяч. Почему? Разве может быть максимальный запас денег? Нет. Что за бред? А, может сейф, да, надо расширять, да, елки-палки. Дополнительные сейфы покупать. Займы, объявить банкротство. Оставшийся кредит. Знаете, как в демократии, в 4-й, там объявляешь, короче, как же там делаешь-то? Ай, забыл. В общем, страну, да, объявляешь банкротом и вводишь военное положение. Тогда тебя всегда избирают. Ну, точнее, избирание отменяется. Тебя больше никто не имеет права избирать во время военного положения. В общем, здесь я пока не знаю насчет избирательного права. Есть ли у населения такое? Сооружения вон какие-то у нас есть. Ух ты ж, ёшкин кот. Они по приносимому бюджетному доходу отсортированы. Да, я понял. Вот это и плохо, что по приносимому бюджетному доходу отсортированы. Надо, чтобы по относительному доходу отсортировались. Относительно авторитета затрат. Так, у нас есть городской центр. Почему-то он выделен вверху. Он создает нам 11 этих. Как там Аполлон назвал? Франки, не франки. Фунтов. 11 фунтов создает, да? Из 2000. Прибыль. Иди. Ага. Ёб твою. А, ну тут я ничего не понимаю. Так, изменить производительный метод городские церкви для всех сооружений типа городской центр. В общем, настраивать надо, сидеть и настраивать. Сейчас у нас стоит государственный центр. А, вот, я понял. То есть мы тут сможем выбирать, когда что-то исследуем. Сейчас мы пока ничего. Вот здесь можно исследовать. Сейчас стоят неосвещенные улицы, стоит выбрано. Можно выбрать газовое освещение. Надо сначала Газпром построить в стране. Так, изменить Так, метод. Дефицит потребляемых товаров уголь наложит штрафы на все товары, производимые сооружением. Ожидаемое влияние. Минус 5. Блин, реально, это же клон демократии 4, только совсем другой оболочки. А логика-то та же. Сидим, вот эти все настройки перетыкаем, изучаем, какая на что повлияет. И как они друг с другом будут сегрегировать. Взаимодействовать. Не понимаю, ну, по идее, вот ларьки, рыночные площади, крытые рынки, пассажи. Это же самое крутое пассажи, да, вот от ларьков и вниз. Значит, мы должны как бы выбирать самое топовое. Вот так. О, 16 сразу стало. Сравнивать, да, здесь минус 15 у нас к услугам. И служащие минус 1к всего. А здесь будет древесина. Потребление плюс 5. Стекло плюс 5 потребления. Я тут минусов вообще не вижу.
Ну, короче, я молодец, я правильно все сделал. Так, ну а здесь вот неосвещенные улицы. А, вон что. То есть у нас тратятся товары, да? Тратится уголь здесь, вот плюс 10 написано. Это не производится, зараза, плюс. Это тратится. Это минус 10 угля у нас. Да, раз слово потребление, значит плюс. А вот в чем проблема. Зато занятость у нас повысится. Инженеры и рабочие нам нужны будут. Да хрен с ним, пусть будет газовое освещение. Чего уж дадим людям. Слушай, а деньги только возросли. Как так? В общем, спотыкаться меньше стали по ночам. И это. Молодцы. Субсидирование. Субсидировать еще что-то можно. Ой-ой-ой-ой. Это я пока не буду разбираться. Пищевые производства. Так, возможные городские сооружения. Небоскребы. Да ладно, Биг Бен. Это что у нас тут есть еще, как в цивилизации, элитные здания эти, как они забыл? Чудеса света? Что-то нажал, ничего не происходит. Что мне дальше-то делать? Непонятно. А, ну-ка, 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 ну-ка. Выберите, в какой области появится Биг Бен. Сейчас это можно построить. А, нигде. Нигде нельзя это построить. Понятно. А, вот что эта цифра означает. Ну, понятно. То есть где это можно построить? В одной области. Так, что будем, ребят, строить? Пищевые производства. Что-то там дают. Текстильные фабрики что-то дают. О, налоги мы на что там? На... Курево, алкоголь, потом услуги и роскошная одежда. Так, сейчас будем строить тогда курево, алкоголь, услуги и роскошную одежду будем строить здание. Тик-тик-тик-тик-тик. Я уже забыл, что надо. Курево, алкоголь не вижу. Роскошную одежду вообще тоже не вижу. А, ну текстильные фабрики, вот, наверное. Производство просто одежды будет. Не роскошный. Бумага, продукты, только мебель. Чисто стекло, инструменты. Сталь, верфи, киперы. Ага, тратим ткань, древесину. Ты смотри, что. Это еще и взаимодействие. Ух ты же ежик. Короче, тут бумагу надо, чтобы картины скрафтить. Вот правительственному ведомству вообще ничего не надо. Спиртяга, густав и табак. По канонам Viva Revolution. Короче, где ты? Я не вижу. А, во, сельские. Развитие строительства. Че сельские? Вот сельские здания, смотри. Угольные шахты. Вот, мы уголь, кстати, тратим сейчас с вами на освещение, да? Нам, значит, нужно его построить. Но если мы его построим, нам нужны будут инструменты. Ну, давай, начнем. Где? Тут. Ум. И что дальше? Все? Уголь построили. Теперь, чтобы уголь... Он потребляет инструмент. Теперь нам надо инструменты построить. Я вообще ничего не понял. Ну вот мы сделали, и что дальше-то? А, можно сколько-то штук? Непонятно пока. Куда мне дальше-то вернуться, назад или как? А, вон оно как. Теперь я прямо отсюда могу все это строить. Блин, и шахты вот они появились. А инструменты я где-то тут видел. Производство инструментов, вот. Оно требует древесины. Но сначала инструменты поставим. Тык. А, вон они появились.
Погоди. А почему 2-то стало? Чё за кнопки повылазили? Почему тут плюс 2? Количество уровней расширения сооружения, которые строятся или находятся в очереди строительства в области куба. ПКМ, чтобы открыть контекстное меню. Это, я так понимаю, это первое построится, да? Или как там это? А, вот цифры тут плюс-минус. Угольные шахты 1. Что-то тут такое. Вот здесь вот плюс 1. Что такое плюс 1? Количество уровней расширения. Короче, по одному пусть будет. Вообще нифига не понимаю пока, как это тут что устроено. Ну вот ладно, хоть на иконке научился тыкать. Сюда ткнули, тут посмотрели, нажали, выбрали. Производство инструментов повысится. И в мире мы будем номер 1. Нигде в мире больше инструмента не производят. Они тут что, в средних веках живут или что? Ой, в каких средних там? Вообще в этой в античности в какой-то, даже еще раньше. Так, что такое авторасширение? Автоматическое расширение, может быть нажать и не париться больше. Это сооружение будет расширяться при соблюдении следующих условий. Финансовый резерв сооружения производства инструментов больше 95%. Доступность рынка в области куба выше 50%. Господи, боже мой. У меня сейчас голова лопнет. Я хочу играть, не хочу думать. Так. Короче, да, тут надо явно авторасширением каким-то жать. Давайте попробуем авторасширение тыкать везде. Пусть игра сама играет. Чё я-то сразу? А, то есть она сразу и за то? Нет. Вот, теперь все правильно. Инструменты на автоматизме, угольные... Так, ладно, что там нам надо было для инструментов еще? Они потребляют древесину. Так, давайте искать, как нам древесину. Так, что ты там, что-то говоришь? У тебя бонус на верфи и порты. Забирай первым Гондурас и Юкатан. Субсидируй расширение для быстрой постройки. Где эта кнопка? Субсидируй. Вот это? И дальше что? Все? Я субсидировал? Что я сделал? Или нет? Непонятно. Или мне надо выбрать, что я субсидирую? Куда-то там ткнуть еще. Я бы понял, как это сделать. Так бы я уже сделал. Так, ладно, давайте пока это очередь сделаем. Ты говоришь, порты еще нужны, да? Верфи, киперы производить. А мы куда потом эти киперы девать будем? Давай сначала дерево нам. На киперы тоже дерево надо. Дерево. Это, наверное, ресурсы. Лесозаготовка, вот она. Рабы. Используются как... У нас что, рабы есть? Вот номер. А, точно! Африканцы. Тут же рабство вообще капец поздно отменено было. Еще 1800 какой-то год. Ладно, вот, смотри, древесину делаем, и все нормально. Оп. О, появилось. Есть авторасширение чмок. Чмок. Все. Субсидировал вроде. Так, Советские Социалистические Соединенные Штаты Америки. Да-да, сейчас будем строить, начнем с Кубы. Так, вроде я тут потоковое все это сделал. Почему тут делить на 15? Что это такое вообще? Общий потенциал региона... А, из 15. То есть у нас сейчас 0, построится 1, максимум можно сделать 15 лесозаготовительных. Хреновин. Ага, я разобрался. Что эти цифры, значит, это хорошо. А если мы весь лес нафиг вырубим? Или тут такого не бывает, наверное, да? Это не Зак-Зак, не Warcraft. Так, что это такое?
производственных зданиях, да? Ну, давай посмотрим. Промышленность. Не верфи, а порты. А где порты? Рыболовные вон верфи есть. Не вижу я тут порты. Что такое производственное здание? Тут линзы всякие. А где я вообще лазил? Тут здесь же. Городские сооружения. Тут вон они верфи, да? Сельские, рисовые поля, шахты, плантации. Так, порты. Ну вот станции всякие, верфи есть, но мы можем только вот... Тут вот внизу вот эта хорошо, удобная штука, тут она показывает, что мы можем вообще сделать. Тут показывают вообще все. Что даже не можем. Китобойных не можем станции строить. Рыболовные верфи. А, вот что ты имел в виду. Понятно. Ну давай тогда их и сделаем. Так. Нажимаю. А вот, смотри, конкуренты появились. У него вон уже есть. В области Гаити можно разместить рыболовные верфи. Это же не наш. Не понял. Нельзя построить сооружение в области Багамские острова. А, нельзя расширить сооружение. Все понятно, расширить нельзя. То есть у них уже есть. Нельзя построить, смотри, нельзя построить. А тут нельзя расширить. Все понятно. То есть вот это показывает, что у нас конкуренты. Тут добывают рыбку. А у этих больше ни у кого ничего нету. Вот у этих есть еще тоже вот рыба. Жалко, значок маленький, нифига его не видать. Вот еще рыба есть. Да, ух ты, вот это удобно. С механикой потихонечку начинаем разбираться. Где она там что появилась-то? Вот она внизу. Так, сразу тыкаем на субсидирование. Это сооружение на субсидирование, что обходится в $0 каждую неделю. Ой, фунтов. Все, хорошо, еще и бесплатная субсидия. Так, максимум 10. Давай сразу десятку туда и сделаем. Все равно 0 вон тратим. Отлично. Так, я хочу... О, а я могу это просто тут листать то, что я строить начал? Не могу. 5 из 5. Во, строительство у меня, смотри, вот оно. Идет. То есть то, что я там до 10 докинул, это нифига не значит, что оно сейчас 10 и сделается. Да, и сделалось только 5 уровней. А по какому принципу, непонятно. И что интересно, тут же игра не пошаговая, тут же время какое-то должно пройти. А какое, непонятно. Как быстро это все строится. Что такое производственный метод? Господи. Производственные методы определяют принципы функционирования сооружения. Они определяют, какие товары должно приобретать сооружение. Какие товары сооружение производит и продает. Как распределяются профессии среди его рабочей силы. То есть мы что-то тут выбирать можем? А, простая рыбалка, рыболовецкие траулеры. Вот траулеры, конечно, будем делать. Какая нафиг простая рыбалка? Вы что? Ну-ка, допустим, вот мы хотим хранение в холодильнике сделать, да? Что мы для этого должны получить? Куба изобрела технологию пастеризация, чтобы начать исследовать. Смотри, как оно круто сделано. То есть тут сразу можно туда и перейти. Сейчас зафиксируется. Только я не могу. Чтобы это сделать, надо... Смотри, что. Вакуумное консервирование надо сначала исследовать. Чтобы это сделать, надо сначала механизированные что-то там мастерские сделать. Чтобы сделать механизированные мастерские, нам нужны консервные заводы. Ну вы поняли. Так, тут токарный станок, а тут все. Токарный станок уже можно делать.
Давайте его и исследуем. Стоимость 5К. Все, нажал. Чего 5К непонятно пока. Ладно. Скоро мы сделаем хранение в холодильнике. Лет так через цать. Так, купеческие гильдии. Тут тоже ничего не выбрать. Ладно, ну так, а где у нас эти всякие лесозаготовки? Здесь еще кирки, лопаты, ручное бурение. Думаю, сразу в топовое все поставить. Как вам такая идея? Странно, что в топ само по себе не прыгает. Лесопилки. О, электрические лесопилки, ты смотри, что можно сделать-то, оказывается. Приоритет на производство мягкой древесины и производство твердой древесины. Какая разница? Я прям такой бобер, что прям все знаю, мягкое или твердое. Что такое? Чем отличается-то? Это разные ресурсы, поди. Твердая древесина, он дороже показано, вроде как. Или нет? Что-то не понял. Где это я вообще тут лазил? Почему тут не написано, что мы мягкую древесину вот эту вот? Вот здесь вот написано производство товаров древесина и твердая древесина. А здесь не написано, что просто древесину производим. А вот, тут написано производство товаров древесина. Угу, понятно. Ну-ка, давайте менять. Вот это сделаем. Во, древесина и твердая древесина стали производить. Минуса я пока не вижу. Ну, может быть, потом увижу. Ну и ладно. Так, тут ничего выбрать нельзя. Частная собственность. Их ты чё, какой цилиндр нарисован? Понятно. Ладно, тут, я так понял, на технологии упор хороший идет. Так, продуманный геморрой. Это Виктория Третья. Да я не уверен, что она продуманная, потому что это очень сложно все продумать. Ну, плюс-минус, знаешь как, 7-8. Демократию 4 сколько уже пилит? Я так, по-моему, ее до сих пор не допилили. Ну там жесть. Это слишком много показателей взяли. Вот тут тоже, по-моему, что-то, ребята переборщили. Ну, мне так кажется, пока. Может, пока я просто не все понял. Но мне кажется, что немножечко все-таки переборщили. Потребление товаров железа. Ага, простые инструменты потребления древесина. Смотри. Мы здесь производство инструментов делаем из древесины. Получаем инструменты. Просто инструменты из древесины. Здесь, если мы делаем, то производим опять просто инструменты, но потребляем уже железо. Занятость меняется. Тут заняты механики и чуть-чуть рабочих. А здесь заняты рабочие, без всяких там механиков. Непонятно. Но я думаю, из пердельного чугуна все-таки будет лучше. Давайте еще и железную шахту откроем. Ручная сборка, частная собственность. Сейчас мы еще и... Ой, железо это самое дело. О, я уже ориентироваться начал. Ресурс. Вот она, железные рудники. Естественно, мы их будем открывать. Потребляют инструменты, производят инструменты. Все замечательно. И где они появились? А, вот они, сверху появились. Вот какой принцип размещения на карте, я не понял. Ну, пусть будет. Так, тут их 18 он максимально. Сразу все делаем по максимуму здесь. А тут и так все по максимуму. Ладно, понял.
механики, не инженеры. Так, это ты к чему? Из выпавших подсказок могу понять, что тебе понадобятся инженеры, а если у тебя их нет, то и добывать древесину некому на улучшенной версии. Ты думаешь, мне еще обучать их придется? Ну, логично. То есть тут где-то еще будет у нас работа с населением, с подготовкой населения. А я думал, это просто занятость увеличивается. Ну, типа, вакансии, знаешь, как в этом. На бирже труда появилась вот вакансия. Инженеры нам нужны или механики там. Сейчас посмотрим, как это будет работать. И, надеюсь, нам сообщения какие-нибудь будут приходить, что что-то там не работает. Если не будет, то ладно. Так, железо. Чтобы сделать железо, оно потребляет только инструменты и все, что ли? Очки строительства 300. Я где-то видел, что у нас их всего 5. Вот, 5. А как мне тогда это все строить? 300. Где я это посмотрел вообще? А где я посмотрел, что очки строительства 300? Блин, я уже потерял. Тут, наверное. Нет. Блин, не помню. Вот тут я посмотрел. Это может, если 18, то 300. Строительство осуществляется строительным сектором и используется для возведения сооружений. Что такое строительный сектор? Давайте его расширять. Использует государственных рабов. Слушай, ничего не изменилось с 1836 года по наши дни. Государственные рабы. Так. За уровень плюс 2 к строительству. Эффективность строительства. Потребляет ткань и древесину. Так, слушайте, нам нужна ткань еще будет. Рабочие, чиновники и служащие. На 4000 рабочих 500 чиновников и 500 служащих. Ты смотри, идеально. То есть 1000 человек, которые контролируют работу рабочих в строительном секторе. 4 работают, 1 наблюдает. Так, зарплаты. В Кубе нет сооружений типа строительный сектор. Ну, нормально. А как мне его сделать? Сталелитейные заводы. Что за строительный сектор вообще? Кто это такой? Где мне его сооружать-то? Вот и смотри, вот все, что мы заказали, наконец-то я нашел. Так, это вот оно все тут пошло, и очередь, тут можно регулировать, что первым строить, что последним. Замечательно, наконец-то, это хорошо. Метод тыка всегда работает. Ладно, давайте пока рыбалку много не будем, чтобы не запутаться в этом во всем. Для начала нам надо сделать, чтобы мы строить могли все нормально, да? Так. Давайте сообразим, как нам это сделать. Нам надо этих кубиков, вот этих 5 штук, расширить. Строительство расширить. Строительный сектор. Правительственное сооружение. Правительственное. Где мне его взять? В Кубе нет сооружений типа строительный сектор. Где мне взять этот строительный сектор? Правительственный. Это, наверное... Где правительство у меня? Правительство. Вот оно. Но я что-то тут в упор такого даже... О! Тут еще и листать можно.
Может быть, это типа закона какого-то, строительный сектор? Нет. Фигню говорю. Фигню. А, может быть, это что-то типа института? Нет, тоже нет. 300 недель. Да, да, да. Жми на него. Так, жми на него. Сейчас я уже далеко, наверное, улетел, не знаю. Ох ты ж, это что такое? Так, цензура, меркантилизм. Ух ты, нифига себе. Так, расовые налоги. Это просто политики всякие, да, законы. Ага, понятно. Это тоже не то. Так, ладно, не там. Бюджет тоже не там. И там. Я думаю, где-то тут эти строительные секторы должны быть. Казармы, так, призывные пункты, порты. О, порты появились. Строительный сектор я нашел. Кто молодец? Я молодец. Так, давайте его первым тогда построим. Че, на кубы ткнуть, что ли? Ткнул. Так, возвращаемся в сооружение, в строительство. Вот он, наш строительный сектор, и мы его на самый верх поднимаем. На самый верх я сказал. Как я тебя тут... Я что, тыкать должен по одной, что ли? Капец. Так, ладно. Сколько ему надо, чтобы он построился? 10 недель до завершения. Вот тут нам пишут. 10 недель. Мы сделаем строительный сектор. Что он нам даст? Плюс 2 к строительству. Было 5, стало будет 7. И к эффективности строительства. Что такое эффективность, пока непонятно. Давайте наведем, посмотрим. Бонус или штраф к прогрессу строительства в области. Плюс 5% это, то есть к 7 плюс... Ой, даже не 5%, плюс 0,5% к 7 будет. Да уж. Также нам сюда нужны будут ткань, древесина. Я киплю. Я киплю. Так, мозги уже кипят. Ткань, древесина нужны будут. Так, ну древесина вот она. Древесина вот она. Древесина потребляет инструменты. А, твердая древесина нам не нужна. Так, ну-ка нажимаем туда-сюда. Давай мягкую древесину пока, просто древесину. Инструменты и там потребляют. А, тут механики нужны, да? Или рабочие, или рабы, так что нормально. Или не так? Не знаю. Тут точно рабочие или рабы. И пониженная занятость механики. Короче, ладно, пусть лесопилки будут. Если не заработать, тогда уже будем думать. А сейчас пока что толку. Так, автосубсидирование здесь, кстати, стоит. А про то-то я не посмотрел. Где нам назад? Во, замечательно. Давайте в строительном секторе тоже субсидирование. О, тут нельзя это сделать, да? Деревянные сооружения. О, плюс 5 сразу к строительству будет. Но это мы потом сможем выбрать с вами. Тут инструменты, ткань, древесина, железо. 5 механики. Везде нужны механики. А, и кстати, их 15 штук аж. Это одна даст 5, ой, 2. А 15 даст 30. Хорошо, будем быстро строить. Так, третья вкладка сверху. Alt и стрелку тыкай. Он у тебя внизу в 5-й вкладке оказывается. Приоритет будет 1. Так, Alt и стрелку. Исследование висит на... А, ты вот про что говоришь. Так, сооружение. Ну-ка, давайте посмотрим строительство. Alt. Нажал. Ага, во, вижу. Щелкните, чтобы поднять в очереди. Alt плюс LKM, чтобы поднять на самый верх. Спасибо большое. Ник, большое спасибо. Так, а где, на какой 5-й вкладке? Строительный сектор вот в сооружениях. Вот здесь вот он. А, это вообще что такое? А, это вот она 5-я вкладка. Про это ты говоришь. Линза торговли. Что-то вдруг, да? Что-то вдруг строительный сектор в торговле оказался. Ладно, понятно. А, так это все строительство, что ли?
Я-то думал, там дипломатия, там все пойдет всякое разное. Не, нифига, это все строительство. Ух ты, основать колонию. Ну, тут мы ничего пока строить не можем, а вот можем. Ухудшить отношения, улучшить отношения. Ой, пока не буду сюда лазить. О, военная. Военная база, казармы. Нанять генералов. Пусть генералы воюют. Нанять адмиралов. Ой-ой-ой. Ну ладно, пока насчет экономики давайте запаримся. Ну что-то я пока с генералами. Мне кажется, я лопну. Мои мозги вскипят и лопнут. Забрызгаю еще вас. Потом оттираться будете сидеть. Так, строительный сектор, ладно, хрен с ним запланировали. Как нам ускорить его постройку? Будет он 10 недель? Так, 10 недель это что, 3 месяца? 2 с лишним месяца, да? 10 недель. И еще нифига не факт, что построится. Ткань-то, древесины у нас нету. Значит, покупать будем на черном рынке. Как это все будет работать, я не знаю. Текущая ситуация. Во, платили в запасе 5, батальоны в запасе 5. А если можно их продать? Нет текущих исследований. В смысле нет? Я ж там что-то нажал. Тут, наверное, в каждой вкладке отдельное исследование запускать надо. Выбрать новое исследование. Вон. Нет. О, долго это... Ох, ух ты ж ежик. Вот это веточки тут. Я так понимаю, все это очень не быстро будет исследоваться. Да, тоже на цивилизацию похоже. Так, почему там эта фигня-то не исследуется, которую я там выбирал? Ладно, давайте посмотрим тогда, какое нам исследование понадобится для строительного сектора, чтобы его модернизировать потом. Допустим, тут хрен с ним, пусть будет это... все что ли? Развернуть. Это непонятно. Тут нам, то есть, вот это сооружение с остальными рамами понадобится. Ух, тут... Ну, что-то я, наверное, это рано сюда попер. Не, давайте потом что... Или не потом, или сейчас выбрать. Давайте попробуем, ладно. Ой, не тут, вот тут. Чтобы сделать сооружение с остальными рамами, нам нужно изобрести технологию сооружения с остальными рамами. Требуется современная канализация. О, ее сразу уже можно исследовать. Вот, начать исследование, нажал. И что дальше? Ничего не работает. Выбрать исследование. В чем прикол? Я не понял. Так, что там? Сооружение с остальными рамами какими-то были? Чё? Канализация там какая-то была. Вот она, современная канализация. Вот, нажалась. Теперь все нажалось, нормально. Так, 5 лет! Чего? Надо думать, как быстро исследовать разные технологии. Что нам для этого надо изучать или строить? Вот, 23 месяца фондовая биржа. Не, давайте нафиг это, как я в цивилизации делаю. Я там всегда исследую технологии, которые быстрее всего исследуются. Так как-то побыстрее получается. Ну понятно. Тут, то есть, вот этот уровень второй, он 5 лет исследуется. А первый уровень 23 месяца. 2 года, считай. Это в обществе. Ну-ка, а в армии точно так же, нет? И в армии то же самое. Нет, смотри, 4 года. Какая-то разница есть. Почему-то. Технологии, наверное, у него там особенность у нашего этого политика там своя. Где он там? Армейские там исследования какие-то у него были. Нет.
Нет, не понимаю тогда, почему мы армейские быстрее исследуем. Ну да ладно, неважно почему. Так, давайте еще с этими посмотрим, с производственными. Тут вообще 3 года всего. Второй уровень. Ну-ка, а первый что-то. Токарный станок. 23 месяца. Вот, я помню, мы хотели токарный станок сделать. Давайте его сделаем. Так, промышленность выбирай пока. А я что выбрал? Так, производство я выбрал. Вроде правильно. Стройку не надо исследовать. Ну, вроде промышленность выбрал. Или ты какое-то другое имел в виду? Ну, вроде токарный станок. Нормально. Вроде бы все ок. Но 23 месяца это жесть. Так, за это время нас уже быстрее Америка захватит. И демократизирует. Так, ладно, это мы только третью иконку смотрим еще. Сверху вниз. Это пока строится. Или ты про что промышленность говоришь? Или ты говоришь про стройку промышленность? Выбирать. А, все правильно? Ну вот, хорошо. Так, доверюсь. Пока я тут все уже, я уже тут ничего не понимаю. Давайте следующий смотреть. Рынок. Ох ты же, ежик, у нас рынок есть. То есть у нас, наверное, товары, да, с вами есть на складе. И товаров можно купить, а можно продать. Или нет? Как это тут работает? Давайте смотреть. Есть основные товары. Есть промышленные товары. Есть роскошь. Есть военные товары. Окей, допустим. Ага. Вот это только основные товары. И что дальше? И что мы тут видим? Приказы о продаже зерна на испанском рынке. 2 и 3. Это мы раз в год, что ли? Или как это? Это мы все производим? Почему-то тут вот написано ферма натурального хозяйства, рисовые поля, пшеничные поля. Я тут не вижу, чтобы мы за границей что-то покупали. Зерно какое-то. Как это что работает? Потребление населением 2,9. Вообще дальше ничего не понимаю. Пищевые производства, какие-то покупки для рабов. Пока непонятно. Баланс отрицательный. Ага. Раз отрицательный, значит остатки мы где-то докупаем. Или нет? Или люди голодают. Проложить путь импорта. Импорт товара зерно на испанский рынок. Вот нам надо импортировать его тогда как-то, что ли. О, расширить рисовые поля. А что нам для этого? А, это сооружение опять строить надо, хрен знает сколько лет. 150 очков строительства, зашибись. Ну что, импортировать будем? Или как? Мне надо это в соответствие приводить к серединке или нет? Так, слева окажись, сколько ты получаешь, продаешь, а справа сколько нужно стране. Первое это сколько есть на рынке. Вот это, да, 2, 3, 3. Второе сколько требуется. Баланс это их разница. Понятно. Чем мне надо это регулировать-то, чтобы выравнивать или не надо? Если надо, то вот правой кнопкой нажимаю, тут есть какой-то путь. Ну давай, допустим, путь импорта нажали. И что дальше? А, теперь мы выбираем, откуда импортируем. Российское вон зерно можно импортировать. Да, с российского рынка, охренеть. Ёлки-палки, вот это экономическая игрушка. Политическая, экономическая. По-любому еще и военная. И сколько лет мне надо разбираться в этой игре только?
Ох, без гайдов, походу, тут не обойтись. Так, недоступные настройки мы смотреть сразу не будем. Объемы. Объемы-то маленькие какие. Нам надо 700. Конвоев доступно. 100 конвоев. А здесь, смотри, здесь 55 конвоев надо. Здесь 77. Вот с Британии хорошо. Зерно идет. И по объему дофига. А что такой уровень торгового пути? И дешево по сравнению с Цинском. Ну, допустим, нажали мы, да? И что происходит дальше? О, цифра поменялась. Стал чуть меньше. Ну, прям вообще незначительно. К плюсику надо приводить. Понятно. Конвоев мало, да, мало. Покупаешь там, где цена зеленая, будет еще и доход в казну. Порты надо строить. Ну, понятно. Да-да, я видел там для конвоев порты. Порты я видел где-то тут. Вот эти вот. А, это киперы. Погоди, а где я порты-то видел тогда? Где-то я порты видел. Опять киперы какие-то. Сооружение. Вот порты. Вот он. Плюс 200 конвоев сразу. Тема. Блин, бомжовская какая-то Куба. У нее вообще ни одного строения, что ли, нету? Или что? Или я как-то не так понял? А где ее текущее строение можно посмотреть? Сооружение, да? А, вот это вот текущие, наверное, да? Точно. А вот это возможные. О, да ладно, я хоть чуть-чуть разобрался. Да у нас дофига тут что построено. А, нифига не построено. Это только запланировано, 0. Это строится. Так, построено у нас вот ферма натурального хозяйства 79. Плантации 10. Табачные 5. Кофейные 3. Смотри, где у нас что-то есть, оказывается. Рисовые 5. И тут еще надо, поди, все это... Ох ты, протыкивать. Фиговые сады. Ограничиться одной культурой. А фиговые сады что? А, фрукты еще появятся у нас. Сейчас у нас что производится? Зерно только. Угу. А если мы сделаем фиговые сады... Блин, ну название прикольное. Почему фиговые? А, денег будем, да, терять. Зерна будет чуть меньше производиться. Минус 75. Сейчас сколько? Не понял. Сейчас 35 производится. А почему минус 75? Как можно уменьшить 35, чтобы было минус 75? Я не понимаю. В общем, сложно пока для меня это все дело. Оно как будто само зерно потребляет. Ну, вряд ли эти поля будут потреблять зерно. Ну, они... Ну-ка, 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 ну-ка. А, нифига не потребляет. 20 зерна будет производиться. 6 фруктов и 9 сахара. Все нормально. Все хорошо. Плуги, запряженные быками, нифига. Мы, эти, современные люди, мы должны стремиться к прогрессу. Меняем все. Денег у нас есть. Вот сейчас я нажал, и у нас деньги поменялись. Тут 2.08. Так, 2.0. Так, блин, денег больше стало, наоборот, что ли? А, 2.06. 2.07. 2.06. Да, меньше стало. Ну и ладно. Частная собственность. Вот зараза. Так, ладно, давайте вот эти тогда все прожмем, чтобы у нас все топовое было.
А, это уголь, это все понятно. Че, все что ли? Везде и так все топовое. Домашние мастерские. Вольные крестьяне. Так, в сельском мы все прожали. В городском я, по-моему, прожимал уже. Да. Во, я все-таки... Блин, мне так нравится. Знаете, вот получаешь реальное удовольствие, когда вот натыкаешься на что-нибудь в своей жизни сложное, потом это грызешь, и вот когда вдруг осознаешь, что ты это понял, и вот тогда кайф получаешь. Я, короче, чуть-чуть понял. Как здесь что устроено. Но пока только, конечно, совсем чуть-чуть. Так, а это что за галочку я открываю? Они еще и каждая отдельно, что ли? Сейчас зайдем сюда. Вот 5, допустим, да? И у нас 5 рисовых полей отдельно будет. Это для расширения и уменьшения. Это не для этого. Понятно. Может, все поля посчитали с бонусами? Я не знаю, как они там посчитали, не понимаю пока. 35 на одном поле, у тебя их 5. Вон как. Понятно. Точно. Математики ее. Так, ладно. А поля они сами автоматически расширяются? Нет. Надо вот сюда галку нажать, да? Короче, наверное, надо везде галки прожать. Чтобы игра... игра же лучше меня знает, как надо развиваться. Или нет? Это... Она гореть должна золотым цветом. Это значит, что прожата. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Сейчас экономику убью. Ну-ка, давай. Ты чё? Фермы натурального хозяйства не хотят расширяться. Почему? Они, наверное, больше не могут. Чисто 79 это максимум, что ли? Ух ты, смотри, они производят все подряд. И спирт, и ткани, древесину, и мебель, услуги, одежду, зерно. Рабы используются как крестьяне. Короче, это, я так понял, эти кулаки. Ну, чисто деревни, да, и в ней там что-то производится. Ага. Ну, а чё бы нет. Самогонку он гонит, ткани какие-то шьют, древесину рубит, мебель сколачивают из чего попало. А вот что такое услуги они делают, я не знаю. Одежда, зерно. Ну да, это, наверное, просто деревни всякие там. И они автоматически, видимо, развиваются, расширяются. Это расширение тебя до банкротства доведет. Мы налоги поднимем. Ничего страшного. Сейчас посмотрим. А авторасширение это вот это вот строительство. Вот здесь они будут автоматически забивать мне слоты или нет? Слушай, если они мне будут здесь автоматически все забивать, тогда я лучше отключу это расширение. Я люблю микроменеджмент, сам все расширять. Ну, сейчас пока включу, потом Ой. Субсидировать. Вроде ничего, деньги не меняются. Ну, пусть субсидируются, раз не меняются. Так. Да ладно, нормально, и так пойдет. Так, развитие, казармы. Вот, слушай, я вот сюда хочу денег сэкономить. Как мне это сделать? Давайте попробуем вот так. А чё, все что ли? Я уволил уже. Вот тут нельзя с военными так было делать. Вот потыкал чуть-чуть, они все радикалами сразу стали. Радикалы изменили свою численность на 3 штуки. Я не прочитал, блин. Надо было сразу прочитать. Вот сейчас назад их уже не запихать. Блин, да чтоб тебя.
Вот я такой подставы и ждал от игры. Ой-ой-ой. Ладно. Порты нам нельзя сокращать, наоборот их надо увеличивать. Порты у нас есть. Конвой вон они повышают. А здесь, кстати, нету, да, у нас автоматического расширения портов. Тут хочу максимум просто и все. Грузовой порт. Топовый, смотри-ка. Так, военно-морская база, я думаю, пусть охраняют нас корабли. Тем более радикалы сейчас еще появятся. Взрывной пункт не буду сокращать. А вот эту вот штуку может. Линейную пехоту, если я вот здесь вот сокращать буду. Иррегулярная пехота. Ага, показывает, что плюс деньги получу. Ой, отлично. Упор на пехоту. Еще денег получил. Во, а ты говоришь, я банкротом буду. Не буду я банкротом, меня просто захватят. О, а здесь почему-то нету. Не сэкономилось. Ну ладно. Так, флот лучше по максимуму делать. От интервентов. А тут и так все по максимуму. Все, ладно, все нормально здесь. А в строительстве у нас только один сектор, да? Который мы еще не построили. Ну понятно, понятно. Ой. И тут нам надо будет их 15 штук. Экономика вряд ли вытянет. Ну посмотрим, что получится. Если что, подрегулируем. Итак, это мы все сделали. С рынком разобрались, да? Тут на серединку, чтобы вытянуть, это нам конвои нужны. Или строить всякие зернопроизводящие штукенции. Капец тут всяких датчиков. Я уже, конечно, поражаюсь и поражаюсь сижу. Я не понимаю, что такое плюс 21%. Так, сейчас надо разобраться. Что это мне показывает? Так, цены на испанском рынке в сравнении с базовой ценой дороговаты, да? А, вот этот плюс 21,9, да? Только тут округлили, странно, девятку выкинули вообще. Или нет? Да. Да. Это сравнение с базовой ценой. То есть есть базовая цена, вот эта средняя. И то есть цены у нас поднялись из-за того, что не хватает. Ясно. Товара меньше, цена больше. Все по законам рыночной экономики. Ой, коммунизм мы тут не построим, ребят. Расходимся. Так, вот эта ткань у нас дешевая. То есть ткань нам производить не надо. Ну, либо здания лучше. Лучше здания, которые потребляют ткань, строить. Это так, на будущее зарубку себе делаю. Как можно пользоваться этими параметрами? Цена от средней, да, я понял. А ты разве уже не захвачены? О, красава! Красава, мы же уже и так захвачены. Нафига нам армия? Пусть нас Испания защищает. Все, в минус после паузы, может быть. Сколько стоит единица еды? Но в твоем случае это плохо, так как тебе это покупать надо. Ты прав. Ты прав. То есть, если у меня нету дефицита, вот здесь вот лишнее, да? Поэтому дешево. То есть я не покупаю ни у кого. Это тоже не покупаю дешево. Это тоже не покупаю дешево. Подожди, а дешево-то для кого? Это на испанском рынке оно дешево. То есть это жители покупают. Или как? Ай!
Пока не понял, потом, может быть, пойму, потихоньку разберусь. Пока отложу это дело. Так, что у нас вот здесь вот есть? Я не являюсь участником испанского рынка. В смысле я не являюсь участником испанского рынка? То есть мне эту закладку можно вообще не смотреть, да? Испания импортирует древесину по торговым путям. Один торговый путь используется для импорта. То есть у нас Испания покупает, да, получается, наше дерево. А мы покупаем у Испании сахар. Или мы и есть Испания? Блин, я уже запутался. Испанская. Мы Испания. Это мы импортируем. А как? Мы же не страна. Непонятно, чье это вообще? Члены. Испания, Куба и испанские Филиппины. Это зачем тыкается? А галочка что? Страна, владеющая рынком и являющаяся либо единственным его участником, либо старшим партнером таможенного союза. Только владелец рынка может устанавливать пошлины, политику в отношении товаров и вводить эмбарго. То есть, да, в торговых путях, я так понимаю, мы ничего не можем делать. Ну-ка, вот это что такое? Ничего это. Это ничего такого. Я испанский рынок. Я зависимое государство. Твой рынок относится к испанскому. Ты сейчас под Испанией, тебе важно продавать, а не покупать. Не, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. А у нас денег нет. Так, ладно, я пока тут ничего не понял. И не важно, потому что мы ничего делать не можем. Здесь, если я правильно понял. Может, неправильно понял. Вот Луисон какой-то, Лусон. И что мы с этим Лусоном сделаем? На столицу на его посмотрим. У него люди он какие-то другие. Вот что я понял. У него люди другие. Замечательно, молодец. А где я своих-то людей видел? Где-то своих людей еще, оболтусов видел. Не помню. Ну и ладно. Так, это мы посмотрели. Армию мы посмотрели. В гарнизоне 2 человека осталось. Нам хватит 2 человек. Дипломатия. У меня вкладка «Экспортный потенциал» — это то, что ты можешь продавать. Так, ну-ка давай посмотрим. Вкладка. Так, а где вкладка «Экспортный потенциал»? Про какую, в каком месте? Я как бы это самое. Товары с высоким потенциалом для экспорта. Вот это имеешь в виду? Сахар. Ага, я сюда могу ткнуть и типа его продавать. Или нет? Выберите рынок для экспорта своего сахара. У нас сейчас 95 конвоев. Ага, и вы говорите, мне надо его продавать, этот сахар. В Австрию, например. А вот тут не надо конвоев, и мы деньги получим. Или это не так работает? Ожидаемый объем экспорта сахара 79. Ожидаемое количество необходимых конвоев 0. А почему 0-то?
Как он сам, Сахар, поедет, что ли, во Францию? Без конвоев? По воде, что ли, поедут пешком? Караванами? Смотри, тут ожидаемое еще влияние цены меняться будет. На французском рынке будет падать, на испанском будет расти. То есть нам во Францию как-то невыгодно, что ли? Задержка чата. Смотри объем, чтобы не был выше производства. Так, а как где это посмотреть? У нас объем 105, а производство где? А производство надо отдельно, да, заходить куда-то. Так, сахар в кубе. Сахар в кубе. Блин, это же... Можно все называть в кубе и будет смешно. Ну, типа в квадрате, в кубе. В третьей степени. Сахар в кубе. Где? Так, сколько мы производим? 45 мы всего производим. А, за уровень. А у нас какого уровня? Так, где вообще это? Так, сооружения. Сельские. Сахар. Вот он, сахар. У нас 10. Мы производим 300. Да, вот 300. Тут даже для меня посчитали все. А мы свой не потребляем его, что ли? А где мы потребляем, я уже где-то видел. Вот здесь мы потребляем. И тут можно посмотреть лишнее. Так. А посмотреть лишнее... Сахар это у нас роскошь, оказывается. Лишнего у нас 216. Вот. Так, 216. Тогда идем в торговые пути. Нажимаем на сахар. 216 мы можем продать. А у нас 105 тут всего. Ну, короче, надо продавать, да? Продаем. Все, продал. А что-то конвоев еще дофига осталось. — 17 из 100 доступных конвоев используются. А почему, я не понял. Ну давайте в Россию еще, вон тут дорого они платят. Так, требуется 70 конвоев. У нас 83. Должно остаться 13 конвоев. Правильно? Нажимаем. Что за хрень? Почему 68 осталось-то? И почему вот это у меня падает? Торговые пути минус 60 дают. Я думаю, нам зерно не нужно. Пусть палится. Вот, пусть сахар едят. Нету хлеба, кушайте булочки. Вот. Где там я хочу отказаться. Как мне отказаться? Блин! Где этот торговый путь? Так. Нужен мне новый. Мне нужен старый убрать. Ничего не понял. Вот так. Где удалить? Блин, тут только проложить можно. После паузы изменю. О, жесть. Может, это сколько конвоев они могут принять, а сколько конвой может перенести, я не знаю. Тут, походу, да, конвои одновременно не отправляются, а по одному ходят. Уй! Блин. Телефон упал с чатиком. На вкладке товара вниз крути мышкой. Так, на вкладке товара. Вкладка товара. Так, вкладка товара.
А, тут вон крутится еще, нифига себе. Так, ну и чё? Продавец, покупатель. И как мне тут что, торговый путь убрать-то этот? Я не знаю, я не вижу. Хоть вниз, хоть не вниз. Не понимаю, где мне этот торговый путь найти. Тоже не то. Ну ладно, потом разберусь. Какие у нас негативные эффекты будут от отрицательной бюрократии? Потребление выше производства. Что оказывает следующие эффекты? Плюс 16% к налоговым потерям. Мне не надо налоговые потери. Фига денег у меня. Сразу 11,75 стало. Ой, ну-ка давайте с паузы снимем. Где там мои эти конвои? Где посмотреть, сколько у меня свободно сейчас? Посмотреть, изменятся они или нет. Ой. Я все, я уже выпал. Где эти конвои-то я видел? Нет, ну не здесь точно. Так, где-то в рынке, да, я видел конвой. Когда мы торговые пути пытались сделать? Вот здесь, допустим. Вот конвоев доступных. 68. Ну-ка, паузу снимаем. Да нет, 68 остается. Ничего вроде нет, и не меняется у нас. Чё там? Поощрить либеральные идеи добавлено в дневник. И чё? А как мне в дневник-то перейти? Дневник. Поощрить либеральные идеи. У нас задание. Первый шаг к созданию любого равноправного общества — нужные люди в правительстве. Если они получат рычаги влияния, это станет нашим первым шагом к равноправию. Условия завершения. Интеллигенты могущественны. Интеллигенты получают поддержку, интеллигенты входят в состав правительства. А я там их гноблю. Тут, оказывается, нельзя. Так, ладно, давай следующую запись смотрим. Освобождение рабов. В Кубе принят закон запрет рабов. Как мы можем называть себя равноправным обществом, если продолжаем использовать рабский труд? Нам необходимо избавиться от этой устаревшей и аморальной практики. Да ладно. Один человек не может принадлежать другому. Всегда принадлежал, а тут вдруг не может. Что за бредятина? А где у нас? Так, запрет рабов. Не вижу. Непонятно. Так, может быть, не тут рабов запрещать надо. Где-то я это видел. Во. Нет, нету. Может, здесь, в закрытых? Ё-моё. А! Монархия, теократия, так. Запрет рабства, вот он. Так, нам, чтобы это сделать, нужно что? Опять рабство открылось. Активный закон рабства. А, мне этот закон надо как-то аннулировать наоборот. Активный закон убрать.
Ай, блин, а как это сделать-то? Рабство это убрать. Изменить закон рабства. Ну нажал, и дальше что? Короче, пока нифига не понятно. А, вот запрет рабства. Вот сюда надо будет. Не является одним из ваших законов. Угу. Надо, короче, эти заинтересованные группы, видимо, как-то тут искать, создавать. Интеллигенты и профсоюзы. Их надо как-то выдвигать наверх, да? Чтобы можно было принять. Ну-ка, сейчас попробуем. Посмотрим. Обзор правительства. У нас сейчас кто? Где? Кто где? Я где? Правительство. Вот они, интеллигенты. И профсоюзы где-то еще были. Вот они, профсоюзы. Мне их надо сделать, чтобы они были этими. Главными, да? Ой. В ссылке описание, Игорь, посмотри. Ставишь русский, перезапускаешь, все равно английский. Нет, у меня с первого раза переименовалось. Во вкладке «Законы работорговли», но сначала посмотри заинтересованные группы в правительстве рабства. В правительство введи, которые на отмену рабства. Жми реформировать правительство. Так, теперь я этих групп интеллигентов раз сюда, да? А где эти исчезли-то мои? Другие типы-то? Или чё? Или как? Вот сюда же, да, их? Изменится. Ага. А где эти профсоюзы-то куда делись? А подтвердить не могу. Вооруженные силы хотят вступить в партию «Консервативная партия». Ну пусть вступают себе. Легитимность сразу жопа. Так, ну-ка мы селян закинем. Что еще закинуть? Или как это сделать? Подожди, я не понял. Так. А селян закинешь, наоборот, легитимность падает. Во. С этим вообще все хорошо сразу. Ну-ка, вооруженные силы нафиг выкинем из правительства. Католики, землевладельцы останутся. Профсоюзы, профсоюзы. Где у нас профсоюзы-то? Подтвердить не могу. А, то есть они должны быть на одной вкладке друг с другом, да? Вооруженные силы с этой партией должны быть на одной вкладке, на одной стороне. Тогда подтверждается. Смотри-ка, что. Да и хрен с ним. Чё мне? Подтвердить. И что дальше получается? Вот они, профсоюзы. Отчужденные заинтересованные группы. Ну ладно, хрен с ним. Может быть, у нас уже можно? Так, закон. Ой, как долго тут искать. Где я там находил законы, рабство? О, принять. 6% шанс раз в 180 дней запретить рабство. 30% против, 6% за. А кто против? Какая сволочь? Землевладельцы не одобряют. Ну да, еще бы они одобряли. Блин, короче, надо сначала, я не понял, коммунизм устроить, прежде чем. Куда мне землевладельцев-то девать? Надо их как-то раскулачить, а потом рабство запретить. Унаследованное рабство. Че, ну ладно, жму, допустим, сюда. И что дальше? Все. И теперь ждем, пока примется или нет.
Наверное, так. Так, как мне профсоюзы легитимизировать? Лояльность плюс 14, не знаю. Поддержать, во. Все. Поддержал профсоюзы, сейчас все будет, все попрет. Устроим тут революцию февральскую. Оставь военных. Так, ну военных я вроде оставил. Да, военных я оставил. Злость 15 землевладельцев. Блин, как мне их выкинуть из партии консервативной? Увольняю вас. Так, ну-ка, а если мы сюда зайдем и подавить их? Авторитет тратится. Но у нас авторитет еще есть. А, не, нифига не можем. Не подавляются, они неподавляемые. Ой, так, ладно. Че, может быть, посмотрим, что будет происходить сейчас? О, дефицит товаров, уголь. И чё? Дефицит потребляемых товаров, уголь на испанском рынке, всего одно сооружение. Вы можете решить проблему, дефицит увеличив количество приказов о продаже товаров, уголь на испанском рынке. Для этого можно нарастить производство угля, улучшить инфраструктуру в областях, производящих с низкой доступностью рынка, или проложить торговый путь и завести товары с другого рынка. Да мы уже сколько же можем завозить-то? Товары. Это, блин, из-за той фигни, которую я сделал с этими, с освещением. Давайте нафиг освещение выключим и все. Городское вот это вот. Все, неосвещенные улицы, обойдетесь. Сейчас дефицита не будет, наверное. Смотрим сейчас. Че это время заполняется? Понедельник. Это неделя, что ли, одна? Ой-ой-ой-ой, тут записи опять. Так, это мы читали. Ой, так, землевладельцы. Особенность появилась у землевладельцев — семейные узы. Не понял. Мы влияние, что ли, получили благодаря этому? Так, интеллигенты. Общественная критика неактивна. Непонятно. Одобрение плюс 19. Пока нет, не очень механику понимаю, что имели в виду разрабы это делая. Пропагандисты. Одобрение, заинтересованная группа Галка-Галка. Плюс 50% к миграционной привлекательности. Это вот в правительстве лычки, которые напротив них были, или где? Вот они, пропагандисты появился. Так, и что-то еще было. Ну, точно не авангард. А, вот она, общественная критика была, одобрения нету. А, должно быть одобрение, чтобы общественная критика активизировалась. И это мне даст минус 10% к престижу. О, мне не надо. Мне не надо. Все правильно, пусть не горит. Угу. Авангард, вот он. И вот он нам сообщает про него, что он включился. Ну, то есть я их переместил в правительство, и у меня начали эти лампочки всякие включаться. И земледельцев я тоже, землевладельцев переместил в правительство, и тоже они там включаться начали, всякие свойства. Благородные привилегии. Ну, в общем, галочки работают, поэтому у нас они работают. Доходы всякие. Ну, что-то я не понял, что-то все включается, а денег-то у меня все меньше и меньше. Как-то не особо правильно включается. И не совсем то, что нужно. Объявлено датско-испанское соперничество. Дания объявила Испанию своим соперником, а значит и нас. Токарный станок.
У нас начали распространяться сведения о технологии токарный станок. Это что значит? От 9 до 15 месяцев на исследование. Это что мы... Как в Crusader Kings, типа с соседних провинций, влияние тех провинций идет на нас? Или как? Или нет? Или наоборот? У нас начали распространяться сведения о технологии. Или тупо, что мы ее изучаем? Нет, вряд ли. Технология, он колесный пароход. Начала распространяться, фондовая биржа. Но это походу, что они сами со временем изучатся, если мы их даже изучать не будем. Вот эта фигня. А где у нас эта технология? Ну-ка, ну-ка. Так. Токарный станок, вот он. Вот, точно. От инновации это то, что мы с вами изучаем, плюс 50, наверное, да? И от распространения плюс 21,65. От 21 до 65 распространение идет. А что там еще что-то было? Вот тут ничего нету. Ну-ка, сейчас глянем, что там еще было. Фондовая биржа и колесный пароход. Ну-ка, давай глянем. Это где? Железные дороги. Где-то тут колесный пароход должен быть. Паровик. Чего? Что-то там вообще жесть все крутое. Не, что-то я не вижу. Наверное, на другой вкладке. Сейчас другую посмотрим. Так, ну в армии вряд ли пароходы ходят. Власть кошелька. В армии власть кошелька. А, вот он, колесный пароход, точно, в армии. Вот он пошел, тоже исследуется потихонечку. Угу, от распространения технологий тоже 21,65, такой же эффект. А еще фондовая биржа где-то была. Почему в армии? Так, ну фондовая биржа, наверное, в обществе все-таки. Там звездочки. Вот она. Все, я научился ориентироваться по вот этой. По этому шильдику. Все понятно. Кто-то тут на нас влияет. Как-то они начали... Вот это вот понять, как они, почему они начали распространяться у нас, эти знания. Это тоже интересно. Хорошо. Так. Где мы? Тут мы где-то. Поехали дальше смотреть, что нам еще расскажут. Пароход в армии, ветка флота. Всегда по одной доступной рандомной технологии в каждой ветке. Вот оно как! Понял. Точно. В каждой ветке по одной. Так и получилось. Слушай, а у нас... ну да, по одной. Это мы еще удачно угадали, что токарный станок выбрали исследовать. Значит, еще быстрее исследуется, да? Хорошо. Принимается закон, запрет рабства. Успех 6%. Да, фиг он что там примется. А это у нас что показывает? Строительство, да? Ага, строительный сектор производится. Строится строительный сектор. Опять соперничество, теперь Сицилия. Объявила соперником Испанию. Все, что касается Испании, нам сообщают. Понятно. Другие страны вряд ли нам о других что-то говорят. Что мне тут еще сделать, пока время идет? Османская империя.
А нет, смотри, про Великобританию нам тоже сообщили. Выбери другое исследование, это бесплатно выучится. Так оно ж долго будет учиться. Так-то оно быстрее выучится. Смотри, вот сейчас 276. А у этих... Где они? Тут 118 еще только. Не-не, пусть оно... Я так люблю быстрее технологии изучать. Это они одну другую потом будут друг друга подталкивать. Это хорошо. Чем быстрее, тем лучше. Чего нам распыляться по разным технологиям скакать? Нас так обгонят, перегонят. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Может быть, я ошибаюсь пока. Ну, что-то подсказывает, что лучше так играть. Так, государство Испания объявило Францию. Это неинтересно. Вот, кстати, надо будет еще узнать, где эти отключать сообщения лишние. Британский ответ на запрет опиума. Великобритания в штыки восприняла цинский запрет опиума, отправив множество угроз правительству страны Великая Цин. Китай. Непризнанная крупная держава. Часон, Тибет, Ланьфан. Ну-ка, где он? Ой, не тут. Цинск. Ух ты, жесть у них тут. Конечно, какие-то вон стрелки, блин. Торговые, наверное. Ой, ладно, это я с ума сойду, пока не буду. Я специально маленькую страну выбрал, чтобы сообразить, что происходит. Так, вот она строится, заполняется индикатор постепенно. Ну да, и здесь тоже мы его видим. 6 недель осталось. Ну здесь хоть пишут, сколько осталось. Здесь тоже пишут, если навести. А, во, смотри, леса строительные появились. Что-то прям показывают нам. Блин, вот этот эффект размытия, мне он не нравится. Графика. Я ничего тут не трогал пока еще. Качество преломления. Нет, это вода. Глубина поля, вот это, наверное. О, точно. Все. А то как будто слепой расплываются. Вот тут то, что не по центру. О, ты лошади тут есть, прям как в Рим Total War. Обожаю на этих лошадей смотреть с повозкой. Что-то куда-то поехали. И чё? Для чего нам это показывают? О, тут еще одна едет. Еще одна. У нас еще один город есть. Пуэрто-Принсипе. И тут, походу, еще один город есть. Сантьяго-де-Куба. Это вот мы строим. Шахты. Угольную и железную шахту. Ну, пока еще не строим, пока еще только вон ту строим. Понятно, то есть на карте нигде попало появляется, там где реально есть залежи, там и появляются вот эти всякие здания. А по какому принципу? Вот эти вот сектора строительные в столице появляются, в Гаване. Ага. 1 неделя и все будет круто. Так, что там про деньги? Ух ты ж, денег-то у нас, смотри, как до хрена. А вот это вот все равно плохо с бюрократией. Как-то нам надо бюрократию поднять. Если торговый путь не получается отменить. Подожди, ну по-любому же можно как-то торговый путь-то отменить. Ну и по-любому в рынке это должно быть. Ну а где еще? Почему здесь нифига нету настроек этих торговых путей? Может быть, мне наоборот попробовать снова проложить, чтобы отменить?
Нет тут его. А, это экспорт, подожди, мне надо импорт. Нету, тоже его нету. Как мне от него отказаться? О, конвоев, кстати, 7 всего осталось. Как мне отказаться от торгового пути? Вкладку сверху переключи на торговые пути. Так, вкладка сверху. Торговые пути. Так, торговые пути. У меня... Я зерно экспортирую. Вот оно! Наверное. Импорт. Да, вот оно точно. О, все, кайф, спасибо большое. Что бы я без вас делал? Эдуард, красавчик. Респект и уважуха. А я тут лазил. Блин, ну не там смотрел. Лазил, но смотрел не туда. Так, все, бюрократия теперь у нас нормальная. Теперь налоги у нас будут собираться эффективно. Вот это влияние надо куда-то тратить. На что оно расходуется? Ну-ка давайте посмотрим. Влияние — это потенциал, который используется в дипломатических действиях и пактах с другими странами. Вы получаете влияние в зависимости от ранга. Ничтожная держава. Поняли? Чем ничтожнее держава, тем она влиятельнее. Логика. Л. Так. Сейчас мы пойдем с кем-нибудь перетрем выгодные условия. А что он у нас просто так пропадает зря? Карибы. Проявить интересы. Ну-ка давайте-ка интересы проявим. И что это значит? Недоступно. А, выберите регион. Кому мы там интерес хотим проявить? Что-то я не понял. А, это все Карибы, типа. У Кубы уже есть интерес в регионах Карибы, в регионе Карибы. Страна Куба не может заявлять о дипломатическом интересе. Понятно. Не могем, слишком мы ничтожны. И нет выделяемых стран. Короче, мы не можем никуда пока потратить это все дело. Допустим, какая-нибудь вон Испания. Отношения. Где наши с ней отношения? Радушные, плюс 30 у нас, да? Максимум будет плюс 50. Намерение покровительства. Испания нас покровляет. Коврами. Уровень дурной славы нету. О, что такая мелкая королева? У тебя ума-то хватит править всеми? В таком возрасте. Так, показать намерение, показать отношения Испании. Отношения с Испанией на карте. Показать намерение по отношению к Испании на карте. Номинат, дипломатические статусы Испании. С Бельгией и США улучшаются отношения. Португалия, Бенин и ОИО ухудшаются. Ну и ладно. Начать. О, вот сюда мы, наверное, потратим сейчас. Точно. Улучшение отношений, ухудшение отношений. Высылаем дипломатов испанских. Так, ну пока такого делать не будем. Потребовать независимость. Ну, наверное, я что-то не вижу негатива. Что плохого-то будет, если мы потребуем? Да и что хорошего будет, непонятно. А, ну тогда мы сможем там что-то делать, да? Интересы там какие-то свои.
Ну, допустим, нажали, и чё? Чё будет-то? Они не примут это предложение. Расчет принятия минус 150. 100 базовые нежелания, 50 испанская демонстрация силы, армии. А, вот нам армия нужна большая, чтобы они поняли, да? Идеологическое сходство наших правительств. Испанский рейтинг, крупная держава, в сравнении с нашим рейтингом ничтожный. Ну понятно, надо еще территории захватывать. В общем, нужна сильная армия и много территорий. Тогда они согласятся. Что такое дать обязательства? Страна может иметь обязательства перед другой в результате соглашения, заключенных во время дипломатических игр, или если одна страна выплатит займ другой. Имея обязательства перед страной, вы не можете начинать против нее дипломатические игры и даже вступать в них на стороне ее врагов. Страна может воспользоваться обязательствами, чтобы принудить вас к заключению дипломатического пакта или убеждением привлечь на свою сторону в дипломатической игре. И может улучшить отношения. Ну то есть это дополнительный плюсик, да? Плюс 21, да. Плюс 21. Предложение обязательства добавляется. Но все равно не примет. Понятно. Не будем портить отношения тогда пока. Давайте улучшим. Хотя толку мы и так... Да ну нафиг, не буду я сейчас с этим заморачиваться. Торговый путь дает деньги. Отмена торгового путя дает деньги. Все одинаково. У тебя внизу есть дипломатические действия. Она тебя перестанет охранять. А с нашей политикой с минимумом армии это плохая идея. Ну да, не, понятно. Ну пока да. Пока она нас все равно не отпускает. Я просто так посмотреть зашел. Ты можешь делать дипломатические действия только в регионах, где есть твой интерес. Интерес в твоем регионе, по дефолту интерес есть всегда, где твои земли. С теми странами, которые имеют интерес в твоем регионе. Ну понятно. То есть непонятно. То есть, если я хочу дипломатические действия сделать, то мне надо с этими странами, которые в моем регионе, да, находятся, делать. Выбрал, например, Гаити. Какую-нибудь. Я вас хочу дипломатически заинтересовать. А что я с ними буду делать? А вот, например, улучшение отношений. А сейчас у меня нейтральные отношения. 0. Осторожность. Гаити по отношению к Кубе считают Кубу опасным соседом. Поняли, да? Мы не пальцем деланы. Мы даже без армии опасны. Как напьемся, как придем к ним требовать особых интересов. Так, что будем делать-то? Попробуем, наверное, улучшить отношения. Ну куда нам девать этот ресурс? Он вон до максимума докопился и все, больше дальше не копится. Или как это работает, я не знаю. Сейчас нажму. Все, я нажал. Ну, что-то появилось. Пусть, короче, все. 450 стало. Потом, если что, отменим. Ладно. Открой Deep линзу и отдали карту. Так, Deep линза. Линза торговли, линза армии, линза дипломатии. Отдалить карту. Ух ты. Ну, америкосы. Какие америкосы? Китаёзы? Ой, да это кто вообще? Британцы, наверное. Британия и всякая такая фигня. Эскалация, дипломатические маневры. Вау, это что такое? Цели войны. Тут война какая-то идет. Завоевание области Панджаб. Да, Британия тут Индию захватывает вовсю. Остинская компания. Инициатор. Ее поддержали.
Охренеть, ее все поддержали. Даже борода какая-то. Борода, реально. Это страна. Там, наверное, гномы живут. Ёл, да что за название-то? Я таких не знаю. Хрень какая-то, а не страны. Так, а тут Цин только поддержала империю сикскую. Сикхи! Ёлки-палки, это те самые сикхи из Звездных войн. А, там ситхи были. Ну, в общем, наш этот Испания не поддерживает. Уж поддержим этих самых типов-то. Как нам это сделать? Поддержка. Ну-ка. А, хрен там. Поддержал. Не, дипломатический интерес, видимо, не наш. Да? Поэтому ничего не можем. Потом тоже что-то идет война. Бразилия. Против пиратов каких-то. Ой. Ничего не понимаю. Ладно, это все читать надо, вникать. Тут пока, ну, отдалил я, дальше-то что-то не понял, что дальше делать. Маневры — это подготовка к войне. Ты заявляешь претензии, враги в ответ. И можешь привлечь другие страны. Одну из сторон. На одну из сторон. Понятно, то есть это только подготовка. Там скоро будут воевать, пока еще не воюют. Здесь уже идет война. И все. 2 конфликта только. Во всем мире. Идеальное время. Всего 2 конфликта. 1836 год. Запомните, это славное время. Все, оно было безвозвратно утеряно. А может еще когда человечество вымрет, конфликты кончатся. Но это не точно. О, смотри, нас любят. Вот это вот все, это вот иностранные эти самые интервенты, или как они там. Короче, это неправда. А вот это вот правда. Короче, нас любят. Мелкие буржуа нас любят. Нас профсоюзы не любят. А чё вдруг? А как понять, почему они меня не любят? Ну-ка давай посмотрим, за что они меня так не любят. Я же их поддерживаю, кстати. Модификаторы. Список модификаторов. Не понял. То есть из-за интеллигентов они меня не любят, что они во власти или что? Ну тут -2. Анархия, крестьянское ополчение. Что это вообще за хрень? А, законы, которые они хотят, понятно. Так, чиновники, священнослужители. Это что, количество людей у меня в стране? Рабочие, которые поддерживают профсоюзы. 338 рабочих поддерживают профсоюзы. Прям в штуках, ты смотри-ка. 10 священнослужителей. Блин, а интересно вот эти вот все вкладки штудировать, сидеть. Но это, конечно, не на стриме надо делать. Ну, тонкостей тут капец. Я так и не понял, где посмотреть, почему получилось. А, вот где! Лояльность. Подожди, нет, не лояльность. -1 одобрение. Откуда вот это -1 одобрение взялось? Одобрение чего? Тут одобрение +13. Ничего не понимаю. Почему -1-то?
А, радикалы 6% от политической силы. И это одобрение -1. Вот это, наверное, штука. Или как? Наверное, как-то так. Ой. Количество людей в их... количество людей в их партии. Да, поддерживают группу, то есть это в партии профсоюзов. Хочешь сказать, 10 священнослужителей в группе профсоюзах находятся? Нахрена им это надо? В общем, ладно, наверное, об этом не стоит думать, не столько глубоко. Да, закон, который хочет принять группа профсоюзов. Интересно, допустим, священнослужителей их меньше, проще смотреть. 10 по профсоюзам, что у нас там, кто еще есть? Так, вот, у нас... О, а что стрелка вверх? А, это что я ее поддерживаю, наверное, да? Угу, точно. И их будет больше или не будет? Группа отчужденная, поскольку ее влияние ниже 5%. Надо 5% барьер преодолеть. Уровень влияния, вот он. Блин, а смотри, он поднимался, а потом стал снова опускаться. На тот же уровень опустился. Пока мы играем сейчас. А почему он опускаться-то начал? Что случилось-то? Что началось? А ну-ка быстро давайте радуйтесь. Радуйтесь и увеличивайте свое влияние. Наверное, вот эти задавили. Которых я закинул в правительство. Да, у тебя -1 к лояльности профсоюзов, потому что часть их партии перешли в радикализм. Молодцы. А радикалов, смотри, все меньше и меньше становится, а это хорошо. Все. Это все очень хорошо. А лоялистов все больше и больше. Блин, тут даже графики сделали. Блин, какие красавчики разрабы все-таки. Но, блин, лучше бы их труды да в мирные русла бы пустить. В реальную политику бы себя пустили разрабы эти. Куда-нибудь. Дорогие военные товары. Это что? Зачем мне об этом говорят? Артиллерия на испанском рынке. Стоит дорого. Это намеки, чтобы я поднял, ой, продал или что? Или я ее покупаю? Я же вроде не покупаю. Покупаю, поднять. Ой, господи, ну тут чуть-чуть поднялось, сразу все кричать начали. Цена на испанском рынке. Да, я, по-моему, ее нафиг. Куда я ее покупаю? Баланс -25. Да, я куда-то покупаю. Ой. 71 штуку. В казармы 50 штук покупаю. И что? В смысле торговые пути? Алжир, испанский маршрут импорта. И импортирую 21. Ничего не понял. Ну ладно, хрен с ним, не буду с этим пока разбираться. Все хорошо, короче. Ежемесячный отчет о ценах на испанском рынке. А вот это зачем? Изменение... это изменились цены какие-то, если мы торгуем. Короче, я понял. Тут делаешь монополию на своем каком-нибудь острове, да, и продаешь этот товар, следишь за его колебаниями, вся фигня. Наверное, как-то так, не знаю.
Так, у нас там законы применяются. И строится. О, скоро достроится, по крайней мере, строительная. 1 неделя осталась. Все, посмотрим. Коммент твой заблокировали. За то, что шлюпка написал. Ай! Опять телефон упал. Открыл коммент. Телефон упал. Так. У тебя не будет профсоюзов, пока почти все люди самозаняты на полях. Ну это понятно, да. Сейчас будем производить разные всякие фабрики, заводы, пароходы, телеграфы, чтобы было потом что отжимать во время революции. О, построили, смотри-ка что. Так, построили. Так. А почему 5 до сих пор? Мы ж построили, должно быть 7. Не понял. Вот он, строительный сектор. Должно быть плюс 2 к строительству. Почему у нас 5? А, наверное, потому что ткани с древесиной нету или что? Я для чего тогда строил, если оно не добавляет нифига? Шлюпки нельзя, да? Нет, шлюпки нельзя. Видишь, этот искусственный интеллект понял, что подразумевалось под этим словом. Какой умный искусственный интеллект. А присоединяй новый Аполлон пришел. Аполлон фигни не скажет. Если делать, так делать. Война — двигатель денежных средств. Жди, там людей еще должны нанять. А, тут еще людей должны нанять. Вот этих, да, рабочие, чиновники и служащие. 4000 рабочих должны нанять. 500 чиновников и 500 служащих. Так мне им зарплату ж потом платить. Смотри-ка, денег все больше и больше. Баланс. А что за фигня? Почему? А они нифига, смотри, что-то уже меньше становится. Наверное, товары, которые мы продаем, они в цене дорожают, потом дешевеют. Мы там экспортируем же сахарный тростник. Открой город и строение, и выбери строительный сектор. Так, открыть город. А город где? Гавану, что ли? Город наш... Так. Нет, это не Гавана. Так, наверное, город в сооружениях, да? Не, ну что ты имеешь в виду? Вот тут нажать? Ну, тут же у нас и так выбрано, или что? Или здесь? И что нажать? Строительный сектор. А я это же... Вот оно же и открыто. Или это... Не понимаю. Пока непонятно, когда оно заселится людьми. Ну, пока будем смотреть. Может, когда-нибудь заселится. Нанимайте давайте. Может, неделя должна пройти? Нет. Не заработала почему-то. Я так подозреваю, у них ткани с древесины не хватает. А сверху вкладка сооружения, когда жмешь на регион. Чего? Жму на регион. Сооружение. Ну-то ну какое, что тут у нас всякое? Чё? Строительный сектор, вот он. А толку-то, ну, зашел я сюда. А, занятость, вот она, да, 500 из 5000, 10%. Блин, ну мне нравится, использует государственных рабов. Все в этом трехсловии. Все идеально. О, 1000. Неделя прошла, еще 500 добавилось человек. Франция объявила Великобританию своим соперником. Понятно. Бывает. Что поделать? Где там она? Вот она. Сейчас будем смотреть, как будет расти.
Каждую неделю или нет? По 500 человек приходит. И почему по 500, допустим, а не по 1000? Откуда этот показатель берется, что по 500? Да ты, блин, куда ты бегаешь? Вот эта вот занятость. Как она работает? Давай смотреть. Занятость и сооружение. Да уйди ты. Так, занятость сооружения в строительном секторе. Так. Чё? Иностранцы, что ли, какие-то? Каталонцы вон какие-то, испанцы приплыли. Галисийские католические служащие. Последние изменения занятости. Рабочие +1, которые ранее были безработными. Чиновники, которые раньше были фермерами. Нифига тут дотошность какая в игре. Как она вообще работает? Не, ну если у нас прибыло, тут-то убыло. А, фермы натурального хозяйства мы сейчас терять, да, будем? Там было что-то 79, что ли, у нас. Больше всего отсюда ушло. Ну, давай смотреть. Где-то я видел эти фермы натурального хозяйства. Может быть, тоже в сооружениях есть? Наверное, вряд ли, да? А, вот что-то 79. Ферма натурального хозяйства. Занятость уменьшилась. Наверное. Максимум тут 395 человек. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А как тут зафиксировалось? Как мы там посмотрели, что занятость? Вот здесь, да? Изменения. Последние изменения занятости. Плюс 50 рабов, плюс 43 крестьянина были безработными. Но 50 ушло крестьян в служащих, 389 в рабочих и в фермеров. Ёлки-палки, нифига тут как экономика. Да уж. А эти профессионалы-то у нас, специалисты, они ограниченное количество или нет в стране? Население. Профессии точно ограниченные. Вот что ты будешь делать или нет? Или они, устраиваясь на работу, получают сразу знания? Допустим, крестьянин устроился рабочим. Или кем-нибудь там. Кем еще они могут быть? Непонятно. Тут крестьяне, рабы, рабочие и все. Профессии. Ну-ка, если подробнее открыть нельзя, да? А, вон фермеры, военнослужащие, священнослужители. Я к тому, что мне какие-то школы-то надо тут строить или не надо, чтобы они у меня профессии получали. Или тут автоматически все получается. Лавочники. Ну эти-то понятно эти. Обучить аристократа. Чтобы он стал, точнее, крестьянина, раба, чтобы он стал аристократом. Круто я придумал. Так, не парься, придут туда другие. Меньше знаешь, больше спишь. Да не говори. Привет, Сергей, привет. Сори, что не по теме. Gloomhaven не играл, а тебе, по идее, должна зайти. Почему? Невероятно кайфовая, в общем, очень рекомендую. Gloomhaven. Что-то глумливое, я так смотрю. Я сейчас сижу, играю уже не один месяц в игрушку под названием Against the Storm. Разрабы прям вообще красавчики. Что они там творят? Каждая обнова меняет игру прям до неузнаваемости. Gloomhaven. Все записал. Спасибо большое. Посмотрю обязательно. Если нормально, то даже постримим. Может, что-нибудь и сделаем по ней. Рожать будут только счастливые бабы. Делай народ счастливым. Каждой бабе по мужику. Так, народ. Где я там сооружение смотрел-то там? Ой, не тут, да? А, правой кнопкой что-то тут... Нет. Вот тут сооружение. Так, вот тут я смотрел. 2000. Да ты зафиксируйся уже.
И 500. Ну, приходят потихоньку. Почему-то по 500 человек. Причем ровно по 500. Ага. Каждый раз ровно 500 человек приходит. Видимо, какой-то программный лимит установлен. От чего он, видимо, ни от чего не зависит. Просто так, по 500 раз в неделю. Мрачная гавань, а не глумливая. А, Глумхейвен? Мрачная гавань переводится. Я знал, я знал. О, 6 стали, смотри. Строительство. Насколько там? Половина, да? 50%? О, нифига себе, 80. Чтобы... Вот смотри, она производит 2 строительные, короче, лопаты. Не знаю, как это назвать. Короче, 2 строительства производит. Занялись. Чтобы одну лопату добавить, эту строительство, надо на 80% забить, не на 50%. То есть одна лопата это 50% от производства, от модификатора. А занять потребовалось до 80. Что-то тут я не понимаю. Видимо, не прямой. Не прямая зависимость. Это странно. Блин, так круто. Порог, смотри, идет. С паузы убираешь. Типа этот век, индустриализация, вся фигня, паровая тяга. Классно сделали. На пароходов. Только на пароходов можно надеяться. Что что-то путное сделают. Ну все, сейчас до конца уже займут. Ты-дымш. Так, а почему 6 из 7? А почему не 7 из 7? Куба использует 6,8 и производит 7 единиц строительства еженедельно. Почему 6 из 7? Я же там строю по КД. Почему 6,8? На лесозаготовки. Почему не 7? Может быть, на следующей неделе будет 7? Сейчас глянем, чекнем. Прикольная игруха в стиле ДНД, но на инглише и читать долго на инглише. О, ну тогда мне придется инглиш вспоминать. Ну точно, неделя прошла и полностью до конца. Заработала наша строительная хрень. Так может мне строительный сектор тогда наверх закинуть? Это-то я строю для экономики лесозаготовку. Или сделать уж одну, да? Там мне на строительный сектор что-то надо. Древесину и ткань. Да, давайте, наверное, сделаем одну лесозаготовку и на ткань одну штуку. А что у нас ткань производит? А я не сделал, да? Не создал ткацкую фигню. Ткань. Вот эта ткань нет. Ткань. Так, погоди, вот тут может еще быть. Бумага. Что-то не вижу ткани. О, Академия искусств. А, это картина. Подожди, ну либо в ресурсах. В ресурсах нету ткани. Так, погоди, может быть, мы просто открыть это пока не можем. Ткань производства. Городские, таксильские, развитие, строительство. Так, а если я наведу на ткань, на эту, где у меня? Так, сейчас подойду через 5 секунд.
Сейчас найдем эту ткань. Так, а что-то у меня отдача красненьким горит на YouTube. Не понял. Там фризов нету никаких. В трансляции. Ошибка, видеопоток поступает слишком медленно. Просмотр может идти с буферизацией. Ну, надеюсь, нормально. Что мне сделать там можно? Качество уменьшить. Да нет, наверное, я этим ничего не добьюсь. Ну ладно, пусть пока вроде никто не жалуется в чатике. Давайте найдем эту чертову ткань. Где она и что ей надо, чтобы производить? Ткань либо с хлопковых плантаций у тебя, либо с животноводческих ферм. Вон как. Там всякие свойства, если делать. Была проблема, да? Были фрезы. Да елки-палки, черт, плохо, что были фрезы. У меня, судя по тому, что показывает ОБС-ка, фрезы никуда не делись. Во, сейчас позеленело. Это значит, все хорошо. Ладно тогда. Все хорошо, это хорошо, когда все хорошо. Так, где ты еще говоришь? Либо с хлопковых плантаций, либо с животноводческих ферм, если используешь как раньше. Сейчас попробуем. Это в любом случае сельские, да? Хлопок, вот он. Плантации шелка есть. Производит шелк. А вот, да, ткань. Хлопок. Но чтобы его построить... А что надо-то? А что ноль-то? Почему не могу? Пахотных земель, что ли, нету или что? Я, наверное, там автоматическое расширение... Автоматическим расширением все забил. Или нет? Нет, тут вон могу, допустим, увеличить рисовые поля. Не могу сообразить, в чем проблема. Не, 0-то понятно. У меня сейчас 0, и я не могу построить. А почему не могу построить? Я так понимаю, технологию надо какую-то изучить. Либо вот у меня огораживание есть технология. Вот это вот. Все это есть. Пахотных земель, может, у меня не хватает. Ну, вроде другие расширять я могу. Раз расширять могу, наверное, всего хватает. Может, какая-нибудь инфраструктура нужна? Тоже непонятно. Прилетел фриз, ну елки-палки. Не, у меня нету, у меня сейчас все показывает четко на ютубе. Хотя нет, ошибка буферизации. Нет, все, YouTube отлично. YouTube обновился, у меня говорит, все зашибись, все четко. Блин! Нет, у меня что-то, короче, это... Начал YouTube гнать. 2 часа 45 минут стрим идет и... перестал пропускать мой поток. Соединение разорвано, соединение переподключено. Не, что-то ребята меня гнать начал ютубчик. Надо разбираться. Короче, ладно. Надеюсь, потом в конце, во время записи будет все нормально, видно, слышно.
Поэтому сейчас закончу. Какая мысль у меня по этой игре? В общем, круто. Слишком круто. Это у меня такое же ощущение было, когда в Total War Empire поиграл, когда она только вышла. Ну, знаете, старая игрушка. Слишком много всего понапихано было. Но здесь как-то оно вроде и много, но интересно разбираться. Пока вот такое ощущение. Ну вот первый взгляд, 2 часа с половиной играл. Пока вот такое ощущение. А, у тебя все хорошо даже? 1400 без проблем. У вас все нормально. Ну вот у людей, не знаю, 4 одновременных просмотра у меня сейчас. У меня сейчас люди отваливаются от стрима. Просто. Не знаю. Ну давайте еще чуть-чуть посидим, чтобы 3 часа ровно было. И тогда закончим. Все-таки разберемся с этой тканью хреновой. Как мне ее получить? Как мне получить ткань? Возможно, ты говоришь так, сельское хозяйство нажать. И что, здесь... А что я здесь нажму? Ну тут вот показаны, бананы нарисованы, там всякое. А, вот, животноводческие фермы, ткань, да? Вот это имеешь в виду? Ну давай попробуем, его, по крайней мере, можно хотя бы построить. Тымс. И мы его... А, куда он делся? Там надо было, наверное, еще поди выбрать сколько-то. Так, еще раз. А, вот она животноводческая ферма. Нет, она тут стоит у меня. Субсидии включил. Что я хотел-то сейчас сделать? Авторасширение включил. Простое ранчо. Ткань делается. А так скотобойня, наверное, просто мясо больше будет. Но нам не мясо надо, нам надо как раз не мясо. Так, а почему я его в строительстве тогда не вижу в очереди? Где внизу должно было быть? Может быть... Чё я отменил? Балбес. Что-то я брал. Вот оно точно, не влезает оно все. Я там, наверное, лес этот, мы же лес вроде строили. Лесозаготовку. Не надо было сразу все тыкать. Надо было по одной оставлять. И по мере необходимости добавлять. Так будет удобнее. Лесозаготовка у меня сломалась. Где она там была? Так, эту надо через альт наверх. Здесь мы будем получать ткань. И так, лес. Где он пропал у меня? Совсем. Пропал совсем. Это же, блин. Сейчас мы его наверх поднимем. Может, там чуть-чуть все-таки построенного осталось. Нулевый. Все сбросилось, весь прогресс в никуда. Нельзя отменять, короче, текущее строительство. Точно! Страницы тут есть. Для дураков даже по-русски все написано. А я не прочитал. Спасибо. Теперь заметил. Просто кнопок много. Внимание не концентрируется на всем подряд. Поэтому сложно пока еще рассеянное внимание, когда к игре привыкаешь. Не замечаешь многое. Зачем я все субсидирую? Так деньги есть, пусть субсидируются. Оно ж, наверное, быстрее так
строится или нет? Субсидирование или нет? Что такое субсидирование? Давай читать. Что-то ты меня смутил. Мне тут кто-то до этого написал, говорит, субсидируй. Ну я начал субсидировать. Так, правительство страны обязуется предоставлять сооружению на субсидиях достаточно средств, чтобы, по крайней мере, платить зарплаты. Если сооружение не может расплатиться с работниками или если стоимость закупки товаров превосходит доходы от продажи производимых товаров, казна покроет дефицит. Благодаря этому сооружение может нанять необходимое количество работников для максимального товарооборота, не беспокоясь об экономической целесообразности. Ну все вроде логично. Все мы правильно делаем. Компьютер же тупой, что на него полагаться. Так что будем субсидировать. Так. А крестьяне-то у нас плодятся или нет? Люди, человеки. Где посмотреть, сколько у меня человеков? Население. Что-то нифига они у меня не плодятся. Как было 928, так и осталось. Хотя люди, наверное, долго плодятся. Надо как минимум 9 месяцев, да? Чтобы кто-то родился. А у нас прошло еще только 5 месяцев с момента моего президентства. Ладно, посмотрим дальше. У нас что сейчас? Строится лесопилка. Лесопилка для того, чтобы у нас работала это. Не надо было покупать... Как она? Вот, чтобы строительный сектор работал, чтобы не нужно было покупать древесину и ткань. Мы же их не производим никак. Ну-ка давай посмотрим, производим мы их или нет. По-моему, это можно посмотреть на рынке, да? Ой, вот тут. Вот ткань. Не понял. А, у меня эти натуральные хозяйства производят древесину и ткань. Нафига я тогда строю? А вот древесины не хватает чуть-чуть. А вот ткань можно пока будет не строить. Во, точно. Ткань пока не строим. Давай тогда ткань пока вниз. А, ну как ткань вниз? Мы вот это наверх поднимем еще раз. Вот так сделаем. В общем, лес нам пока нужен. Ткань пока еще не нужна. Так что потом ее будем строить. Сначала строительный сектор опять построим. Все, вроде понял. Пусть строится. Короче, игрушка про строительство. Причем строит кто-то там, как-то там. Безработных 19 человек у нас. На Кубе, на всей Кубе. 48 уже человек безработных. Все, 0 человек безработных. Что-то построилось. Что-то нарисовалось тут. Вспыхнуло, погасло. Ничего не понял. А, наверное, нет 79. Пахотных земель. Наверное, это хозяйство, это то самое, которое непонятное. Натурально. Нет, 79 осталось. Куда у меня крестьяне ушли? А как я там смотрел, что у меня не хватало? Хватало рабочих или не хватало? А, вот здесь, да, в этой. Вот здесь и вот здесь теперь можно смотреть. Так, тут занятость полная. Где я смотрел? Здесь полная. А где у меня людей-то забирали? Здесь тоже полная. Как посмотреть, чтобы не полная занятость здания? Я не понимаю. Не, вроде везде люди есть. А, во, я нашел этих типов, которые нарисованы. Аристократы, фермеры и фермеры. Ну точно как в демократии в 4 сделали. В зависимости от того, кто у тебя там, кого больше, те и появляются в этом месте. Хотя вряд ли у меня аристократов так много.
Кого они здесь показывают? Он аристократов сдвинули направо. Меньше их, что ли? Может быть, их влияние уменьшилось? Доля собственности 33%. А, вон, по доле собственности сделали. Понятно. Так. Почему деньги, блин, не растут? Почему падать начали опять? Успех уже больше. 6,4 было 6%. Это хорошо. Месяц прошел. Июль уже. Нафиг он нужен. Так, лидер заинтересованной группы уходит в отставку. Глава промышленников. Диметрио Мелья, политик. Популярность, ненависть, минус 65. 34 года ему было. А что за Диметрио Мелья? Это наш президент, который? Или нет? Жестокость? Нет, не он. Наш на месте остался генерал-губернатор. А, вот здесь, наверное, промышленники где-то было. Вот они, промышленники. Вот тут чувак сменился. Все равно популярность, ненависть. Бандит. Черта характера. Зашибись. Слышь, пошел вон. Как мне тебя скинуть отсюда? Увольняю я тебя. Нельзя? Бандит же. Арестуйте его. Блин, что, реально никак ничего нельзя сделать? Так, группа промышленников. Так, это население, это обзор. Нужен совет. Что такое нужен совет? Что такое заинтересованная группа хранится на панели политика во вкладке обзор. Эту игру можно спокойно мотать на 5-й скорости. Серьезно? Так меня тогда точно все тут победят. Натуральное хозяйство производит крайне эффективно. Неэффективно производит. Оно будет уменьшаться по мере стройки других предприятий. Ну понятно, то есть на свободном месте натуральное хозяйство. Как только мы что-то хотим построить, мы это свободное место себе забираем. Балда ткани минус 49. Ее очень не хватает. В смысле? В смысле минус 40? Наоборот, что ли? Я что, не так понял? Ткань минус 72. Текущий баланс. Я доплачиваю 4. Не, ну леса тоже не хватает, так что все нормально. Я предусмотрел, я знал, что леса будет не хватать больше, чем ткани, поэтому сейчас у нас лес строится. А ткань потом будет строиться. Сейчас я поменяю. Спасибо, что подсказал. Ткань мы будем строить. Вот. Лес, потом ткань. Вот, кстати, ничего не потребляет из ресурсов. Это хорошо. А вот лесозаготовки тоже ничего не потребляют. Это тоже хорошо. Так что все нормально у нас. Все четко. Ладно, это пока мы потом разберемся. Диметрио Мелья у меня бандит в промышленниках. Сменился. Умер политик. Он умер? Так ему ж было-то 34 года. Капец. Пацан. Глава промышленников. Как об этом персонаже? Уже ничего не посмотришь, да? Он типа умер, все. Все, данных про него нету больше. Умер и забыт. А что такое? Ух ты ж! События какие-то еще бывают. Ну-ка давай смотреть. Требования членов оппозиции. Требования членов оппозиции. События в области Куба.
А более прагматично настроенные члены группировки земледельцы, противящиеся сейчас принятию закона запрет рабства, предложили изменить свою позицию в обмен на определенные политические уступки. Эти уступки, однако, будут непопулярны у интеллигентов. Не, мы интеллигентов там вообще отдельной статьей должны в дневнике проталкивать путем к либерализму. Ой. Поощрением либеральных идей. Да, мы тут интеллигент. О, в состав правительства мы галочку сделали нормально. Могущественность мы должны им поднимать, поэтому мы не должны им никак мешать. С другой стороны, если мы запретим рабство, то интеллигенты нас поддержат, правильно? А непопулярные компромиссы всего на 5 лет. А, неопопулярные. Зато запрет рабства будет одобрен. Да. Фигня война, мы вообще ничего не потеряли. Чуть даже больше выиграли. И что там? Приняли? А, 21 стал процент. Блин, я думал, сразу будет принято. Кто-то еще, значит, против. Так, дальше. Клеветническая статья. Клевета. Местная газета Daily News. В смысле местная? Daily News-то не местная. Кубинская, что ли? Напечатала полную шовинизма статью, направленную против афрокарибенских жителей области Куба. Мы могли бы изъять тираж или разрешить статью к публикации. Это гнусная ложь от первого до последнего слова, но те, кто прочтет эту статью, не станут вникать в подробности. Они поверят в любую чепуху. Глупые кубинцы. Придется запрещать. Куда деваться? Подавлена негативная статья. Минус 5 к количеству авторитета. Ну ладно. А если проигнорирую, уровень жизни уменьшится. У этих. Может, у меня их и нету в Кубе, аборигенов этих. Да что-то я не могу туда зайти. О. Где этих представителей разных культур-то у меня? Посмотри, сколько у меня этих афроаборигенов. Ну-ка, погоди. Афроаборигены, вот они. У меня их 1% всего. Так, я не понял, подожди. Это политическая сила у них 1%. А население-то у меня их 440 тысяч. Фига себе, полстраны афроаборигенов. А, так это рабы, поди. Нафиг, нафиг. Парни вообще, ребята, пацаны, нормальные. Нефиг на них клеветать. Мне не надо, чтобы они там вышли из-под контроля. Сразу минус 5 авторитет. Что будет? Авторитет в дефиците. А, все нормально. У нас пока четко нету штрафов. Блин, этого чертового губернатора надо сменить. Как это заказать его убийце какому-нибудь? Шел вон. Блин, 62 года, живучий гад. Там чуваки в 30 лет умирают. Это 62 года до сих пор живет. Передать командование, а сейчас. Тут даже нету такого, чтобы его грохнуть. Бессовестно. О, тут что-то растет у меня, это самое, это радикализм. 40 тысяч человек уже. Зато у лоялистов еще больше растет. Нормально. Быстрее растут. Хорошо, пусть остаются. Так, а что-то тут у меня появлялось опять.
Ой, артиллерия, стрелковая. Зачем мне это все? Конвоев не хватает. Ну что поделать, ну не хватает. Вот, блин, как будто мне есть что выбирать. Ну ладно. Может быть, потом будет. Много понастроим. Будем выбирать, что продавать, а что импортировать, а что экспортировать. Пока что нифига у меня нету. О, что-то тут 2 штуки у меня чего-то. А, порты. 2 порта. Клипперы. Я могу купить клиперы сейчас и добавить 400 конвоев, правильно? Вот сюда. А, нет, я покупаю их, и это автоматически повысит 10 к инфраструктуре, 400 конвоев и 10 к урбанизации. Или нет? Наверное, не знаю. Ну, короче, давайте попробуем. Что произошло? А, купить я что ли их должен? Я думаю, я их произвожу. Ну, что-то везде цены одинаковые. А, вот Куба, например. Клиперы в области Куба. Ничего не понял. Так, я на это не влияю. Полстраны политической силы у них нет. Это мои рабы. Ну, я уже понял, что это рабы, но мы же рабство отменяем. Они не будут рабами. Ты используешь, чтобы работали порты и давали то, что указано справа. Я использую клиперы, чтобы работали порты и давали то, что указано справа. А, это сейчас что я тогда делаю? Нажал сейчас на что-то. Не понял. Добавились у меня конвои, не добавились? Наверное, нет, да? Ну, короче, вот надо что увеличивать, расширять порты. Ну ладно, понял, наверное. Все. Давайте дальше смотреть, как оно что строится у нас там. Ой, лес, как долго. Сколько там? 13 недель. 12. Вот тут хорошо наблюдать. Дорога появилась, кстати, не было, по-моему. Одна дорога была сквозная. От города до города. Так, отчет ежемесячный неинтересно. Селяне. Появилась особенность у селян честный труд. Из-за довольства. Товарооборот возрос. В лесах нету сельскохозяйственных сооружений, есть и в фермах есть. Непонятно дальше. Вот оно. Честный труд. Мы зарабатываем на жизнь потом, кровью и честным трудом. Если при этом мы производим сверх необходимого, тем лучше. Что-то какая-то фигня. Пустословие. Так. Ни юмора, ни логики. По старинке неактивно. Это хорошо. А если они меня еще больше будут любить, то еще появятся фермерские рынки дополнительно. Вот эти.
Так, а ну-ка быстро меня любите все полностью. Традиционализм. А красное это то, что они не любят, что ли? Нифига, наоборот, любят. Поддержка закона аграрность. Поддержка изоляционизм, протекционизм. Поддержка потребительское налогообложение. Не хотят, чтобы полиция была. Ну, можно профессиональную полицию. Она... Ну да. Ух ты! Тут реально надо заморачиваться, все изучать. О, землевладельцев меньше стало, гля. 29% было 30%. Красота-то какая. Профсоюзов до сих пор 0,2. Эх, ну ладно, как-нибудь да появится. Надо просто подождать. А, это я просто цены смотрел. Я думал, на что-то нажал, думаю, ну все, сейчас поднял цены. Будут втридорого плавать. Вот опять цена скачет. Деньги. Вот это, наверное, основная вкладка будет во всей игре, которую надо мониторить. А может нет. Еще разберемся. Блин, не, ну здание долго строится. Может быть, что-то другое делать надо, пока здание строится, не только их строить. Так, а как мне армию куда-нибудь отправить? Как мне кого-нибудь завоевать? Вот Ямайку какую-нибудь. Ой, она британская. Под управлением Великобритании. Вряд ли мы ее завоюем. Это тоже под управлением Великобритании. О, вот это независимые гаитянцы. Вот их можно завоевать. Такие черненькие, прям реальные гаитянцы. Так, и как мне их завоевать? Мне на них надо напасть. Объявить им войну. Подожди, напасть. Как армиями тут управлять? Мобилизовать генерал. Ну, то есть нужно нанять генерала, наверное. Мобилизованы 0 из 0. Генералов 0. Призывников 0 из 4. Не нафиг, война затратное дело. Сколько у них армий? Военнослужащие. 7000 у них. 7700 человек. Ну-ка, у меня сколько военнослужащих? 25 тысяч, да мы их раздавим в 5 секунд. Надо спецоперацию провести. Так, так я говорю, смело можно на 5 ехать. Ты отыграл меньше года из 100. Тут всего 100 лет дается. Так, 1936, да, последний? Предвоенные годы. На 5. Блин. Сыкотно. Не, ну если вот так... Ой, мы, кстати, лесопилку построили. Ну, давай посмотрим. Нет, не тут. Так, так. Лесопилка. Вот она. 500 рабочих уже есть. А производит она сколько? Сразу 30. Неважно сколько рабочих. Или нет? Надо не здесь смотреть, надо вот здесь смотреть. Вот он лес. Минус 158.
Текущий дисбаланс. Блин, да он только увеличивается. Так, что там? Минус 154. Смотри-ка, а меняется-то быстрее, чем через неделю. А, я на пятерку поставил, что ли? Минус 146. Ну да, на пятерка прям конкретно лихорадит. Я бы на четверку, что ли? За 41. Ну, потихонечку, потихонечку. Вообще надо, наверное, производство смотреть куда-нибудь сюда. Если заготовки плюс 459. О, 463. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Погоди. 463. Почему 463? Должно же быть 30 всего. Я ж только одну построил. Древесина 30 должно быть. А у нас 463, при том, что она еще на полную не работает. Одна. 1 умножить на 30. 30 должно быть. Не понял момент. Это во всей Испании. Мы вот 28 производим. А чё я тогда парюсь? Я что, за всю Испанию, что ли, буду тут производить товары? Пусть она сама производит. Вообще, надо реально производить только то, что выгодно продавать, торговать. А выравнивать цены, пусть сама Испания выравнивает. А мы должны производить самое дефицитное. Во, я что придумал. Ну, это надо заново, наверное, начинать. Что-то я уже точно не в то вложился. Хотя нет, я же строить собираюсь, да? Просто зря построю животноводческие фермы еще. Ну ладно. Свое лишним не будет. Независимость от Испании, все дела. Строительный сектор вот все равно следующий будет строиться. Это надо было, блин, какую-нибудь отдельную независимую страну брать, маленькую. Вот за нее начинать играть, чтобы не было вот этой чертовой Испании, которая мешает смотреть. Армию мобилизовать можно только после начала боевых действий. Нажми ПКМ, чтобы открыть инфу по зданию. Я же тебе уже говорил, что ты не свободный, у тебя нет своего рынка. Он включен в испанский. Да, понятно. Понятно. То есть гнаться за тем, чтобы все это дело стабилизировать, смысла нет. Но я говорю чисто для себя, если на будущее, если мы собираемся отделяться от Испании, то нам будет нужно свое собственное производство, независимость экономическая, товарная, хотя бы базовая. Хотя бы базовая. Базовых товаров. Чтобы мы экономически не просели сразу после отделения. Все, что в дефиците, как раз и более выгодно. Ну я как раз и произвожу, получается, да? Все, что в дефиците. То есть мне надо вот эти вот услуги какие-то производить. Что тут еще? Так, ну-ка давай нажмем на баланс. Мне надо услуги производить, вот эти. Они в дефиците. И одежду. И стулья. Вот что будем производить. А как услуги производить?
Что-то написано нерыночные товары. Как это нерыночные? Мы же на рынке смотрим. Одежда, товар. Нерыночный товар. Производство, городской центр, Академия искусств, фермы натурального хозяйства, фруктовые сады. Вот где все написано, где производить-то можно. Ёлки-палки, помнишь, я ткань-то искал? Ткань. Вот оно точно. Фиксируйся его. Животноводческие фермы, плантации хлопка, фермы натурального хозяйства, фруктовые сады натурального хозяйства, пастбище натурального хозяйства. Ну понятно, все натуральное хозяйство, только плантации хлопка, вот как ты писал, и животноводческие фермы. Понятно. Блин, интересно разбираться, но блин, сколько же времени это, где же его все это время-то взять на это все, чтобы разбираться в этой игре? Надо, наверное, на работе сидеть, когда работы нету, и сидеть разбираться потихоньку. Я тебе вначале говорю, так, все. Так, ладно, что, закончим? Что-то я дофига уже, наверное, много наиграл. Давайте заканчивать. Игрушка классная. Пока ничего не понятно, но очень классно. Еще боевку надо будет посмотреть. Блин, прикиньте, еще сколько не посмотрели. Играл я уже 3 часа, 3,5 часа. Не посмотрели еще 95% контента. Охренеть, товарищи. Ладно, ребят. Игрушка классная, качайте, ссылка в описании. Надеюсь, еще поиграем, может быть, ну я так точно поиграю, буду разбираться, пока не разберусь. Ну а я с вами прощаюсь. Для первой игры неплохо подойдет Япония. Вот, спасибо за совет. Вот, Эдуард советует, если кто первую игру будет начинать, то пробуйте с Японией. Изолированный имеет неплохой старт по ВВП и количеству людей. Так что пользоваться будем советом. Я, наверное, сейчас заново начну, да, с Японии и попробую. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока, ребят.